том, что он домашний, а во вторую очередь то, что я не являюсь никаким коммерческим проектом, ни магазин, либо еще кем-то. Я просто люблю гаджеты и на протяжении последних 3 лет их покупаю. То есть, когда вы видите у меня Sennheiser, допустим, за 16 тысяч рублей, значит, я их купил. Когда вы видите Soundcore, значит, я дождался скидки и купил их за 9 тысяч рублей. И таких наушников у меня море. В обзорах было, наверное, 3 сотни пар, оставил я себе пар, наверное, 50, около 40 пар сейчас лежит здесь, и краткий ликбез для тех, кто первый раз на канале. Первое, у меня каждую неделю, каждый месяц розыгрыши 5 фитнес-браслетов Mi Band 5, для розыгрыша достаточно для участия в нем подписки, любого комментария под любым видео, включая стрим, плюс, конечно же, чтобы у вас были подписки открыты, и помимо всего вы должны обязательно проверить на канале для стримов, выиграли вы или нет, хотя я вам все равно напишу. Вот. И второй момент, конкурсов этих очень-очень много. Раз в неделю мы собираемся на таких вот стримах для того, чтобы я рассказал вам какие-нибудь интересные вещи и ответил на вопросы, которые у вас накопились за неделю. В первую очередь, что бы я хотел отметить, чтобы вам кто ни говорил и когда кто-то не говорил, у нас сегодня тема беспроводных наушников. Так вот, все, что вы можете получить от беспроводных наушников, логично вы можете получить от проводных. Проводные всегда будут лучше, у них будет меньше задержка, да, даже в проводах есть задержка, но она незначительная, и вы ее не замечаете. Да, они менее удобны, но чтобы получить тот же звук, как, допустим, в ушах за $200, вам достаточно будет потратить 40-50. И ничего никогда никто не поменяет. Плюс это будут меньшие габариты, и плюс, как многие крупные блогеры ошибаются, и я тоже поначалу своей деятельности ошибался, у вас в телефоне, если есть мини-джек, будет работать ЦАП. Вот, для беспроводных наушников ЦАП не нужен, это хорошо, потому что в беспроводных наушниках, по большому счету, все, что вам надо, это чтобы телефон поддерживал кодеки и было прямое ПО. Очень редко это бывает на телефонах Xiaomi, а сегодняшний стрим максимально подробно ответит вам на часто задаваемый мне вопрос, какие наушники мне купить, и, опять же, по моему субъективному мнению, чтобы не прогадать и у меня было все хорошо. В описании к данному стриму вы сейчас можете увидеть по брендам, что я советую. Там без цен. Почему? Потому что сами ищите, что дешевле. Там есть примерная ссылка на, соответственно, девайс, по моему мнению, хороший к той или иной марке. И вторая ссылка на мой обзор про этот девайс. Обзоры хороши в первую очередь не тем, что там есть примеры микрофонов, задержки, либо какое-то мое личное мнение, а в первую очередь то, что они висят довольно давно, и в комментариях отписываются люди, либо счастливые обладатели, либо какие-то люди, которые не рады данному девайсу. Вы можете всегда почитать комменты и решить, стоит это что-то брать или нет. Второй момент, помимо того, что в проводах у нас никогда не бывает задержки, и для того, чтобы провода благополучным образом вас радовали с беспроводными какими-то устройствами, ноутбуки, стационары, либо что-то подобное, вы, опять же, имеющие Bluetooth модуль, вы можете использовать вот такие вот штучки из разряда FIO, BTR, по-моему, 30 у меня недавно была на канале, это Bluetooth ресивер. Есть они по 2000 рублей, есть по 10 тысяч рублей, бывают, по-моему, даже по 600. Вы вставляете в эту штучку проводные наушники, и все, у вас получаются беспроводные уши. Опять же, тем, кто вдруг не знает или кто-то забыл. Обзор на эту штуку тоже есть, но, конечно же, здесь, по-моему, в описании я ее не указывал. Второй момент, вы всегда должны помнить, что из беспроводных наушников, вот это тоже беспроводные наушники, но они накладные. Есть wireless sound, это беспроводные, а есть true wireless sound. True wireless sound это то, к чему мы привыкли беспроводные из разряда двух штучек в двух наушников, не соединенных проводов, но даже это и это наушники на шнурке являются беспроводными. Вот это являются настоящими беспроводными наушниками, и именно об этих настоящих беспроводных наушниках мы сегодня и поговорим. Но вы также должны всегда понимать, что это, понятно, Соньки, которые мега-супер топ, на них тоже был обзор, и стоят они нереальных денег, и я не советую их покупать, потому что за эти деньги можно купить 5-6 пар миксайдеров, аусдомов, и еще сверху положить и купить какой-нибудь Meizu HD60. Наушники, которые тоже более чем достойны, но являются все равно по звуку чуть-чуть хуже, чем те же Соньки, и по каким-то там критериям, опять же, все это мелким. То есть вот на это вы выкладываете деньги только когда вам вот хочется. Вот мне хотелось MX3,
или XM3, правильно, наверное, сказать, год. А потом вышла 4-я серия, и я поднакопил и купил себе 4-ки. Хотя для моих задач с головой хватает миксайдеров за 2000 рублей. Вот, про накладные тоже сказал. Следующий момент. Здесь у вас специально лежат телефоны. Что это значит? Вот, допустим, как я очень часто повторяю, этого в описании нет. Для Гугла есть специальные гугловские наушники. Pixel Buds. Да, у них были недостатки, у них были в самом начале недостатки того, как они начали продаваться, потом где-то через месяца 3 было еще больше. Сейчас их практически нет, то есть они допилили микрофон, новый ролик я, конечно же, не делал, но если у вас есть деньги по каким-то неведомым мне причинам в Российской Федерации, либо в странах СНГ на пиксель, какой-нибудь там 5-й за 50 тысяч и просто в прямом смысле некуда денег девать, можете купить себе Pixel Buds, это будет идеальный вариант. Со всеми остальными вариантами все намного проще. Вы смотрите описание, либо смотрите на бренд. Но, опять же, на бренд вы должны смотреть с какой точки зрения обязательно. С той точки зрения, что существуют старые модели. Вот это вот древняя модель, которую вы не увидите у меня, наверное, на канале уже год. Может быть, на стримах я ее вытаскивал. Как говорится, остатки сладкие. Когда-то я недавно, по-моему, даже месяца 3 назад, и может в ноябре, скидывал ссылку на вот эти наушники на покупку, по-моему, за 3500 рублей прошки. Это круто, это хороший вариант, но это старая модель, и в принципе о ней вспоминать не стоит. Вы когда выбираете себе наушники, вы просто обязаны помнить о том, что старые модели имеют старые Bluetooth модули, уже, возможно, это старая партия с деградированной батареей, и любые модели желательно покупать свежие, либо покупать low-cost, который выпускается в диком количестве экземпляров. То есть вы забываете вот о таких всех атовизмах, смотрите, что если эта модель в прошлого года, там 18-го, 19-го, не стоит их покупать в 21-м, уже почти 21-й, у нас декабрь, я напоминаю. Второй серьезный момент, помимо того, что это лайт и еще что-то, понятно, что людям, валяются они у меня. Я, допустим, захочу сделать какой-нибудь топ, запихал их, потому что у меня не хватает для топа вкладышей, допустим, наушников. И все, и у меня норм. Но вы не должны на это смотреть, как на затычке. Лайтов у меня, слава всему, нет уже. Это прошки, вкладыши, звучат хорошо, старые, никогда не покупайте старые девайсы, они морально устаревают. Исключая телефоны флагманы, которые можно купить вкусно. Второй момент, существуют определенные фирмы, которые я не указал в названии ролика, потому что мне не нравится, в принципе, бренд Samsung по чертовой туче причин. Одна из этих причин — это оверпрайс. То есть они делают телефоны с плохой олеофобкой, они делают наушники с плохим звучанием абсолютно не на цену. Они делают все для того, чтобы люди, живущие в их экосистеме, в системе их девайсов, в принципе, у них нет вариантов, у них хорошие телевизоры, допустим, те же, и быстрые телефоны, просто материалы хлам. И для того, чтобы вы обновлялись, как и на айфонах, быстренько. У них политика простая — сделать максимум денег. То есть купить Harman купит АКГ после этого наклеит на самсунговские бацы. Live у меня тоже были на обзоре, я их сразу же продал после того, как я сделал на них обзор. Я оставляю хотя бы что-то более-менее приличное. Но, опять же, вот это вот АКГ — это все подделки. Оригинал, по-моему, у меня в Петербурге остался. И для справки, такие наушники я купил на Яндекс.Маркете позавчера за 1900 рублей оригинала. То есть в Питере уже у меня забрали их, не продал, а вот кому-нибудь подарю, у кого Samsung, потому что за 2000 рублей они норм. Все, что выше, это оверпрайс. Почему? Потому что они на 2000 рублей. Live у них, на 3000 рублей. И не хочу говорить об этих ушах. Почему? Потому что когда вы послушаете любые самсунговские наушники ТВС, и послушайте хотя бы это самые бюджетные Anker Soundcore P2. Мне не нравится их форма, но опять же по звуку и по микрофону. И сравните вот этот вот шлакоблок, который стоит в 3 раза дороже. Вы поймете, почему у меня такие топы, и вы поймете, почему я так часто вспоминаю бренд Samsung. Они звучат хорошо относительно какого-нибудь дешманского Китая, из разряда не дешманского, ладно, они звучат чуть-чуть лучше Redmi, чуть-чуть. Но опять же не Live. То есть вот эти затычки еще хоть как-то, Live нет. Дальше к чему я это все хочу сказать? К тому, что существуют, допустим, яблочные девайсы. Начнем с простого. Если у вас Apple, и вы долго и упорно всем по-любому блогерам, включая мне, пишете: вот у меня Apple, и я хочу купить себе наушники, но не Apple, потому что я не хочу тратить 10 тысяч, и, в общем, чтобы они были огонь.
Такого не будет. То есть, ну, вам посоветуют, но такого не будет. У вас есть два пути. Либо покупать яблочные наушники к яблоку, либо страдать. То есть по-другому не скажешь, потому что любой бренд топит за свои аксессуары. Это как с машинами. Когда люди продают машины, ну, бренды, они делают деньги в основном не на самих тачках, а на чем? Правильно, на послегарантийном обслуживании, на запчастях, на ремонте, на вот этом всем. Вот то же самое с телефонами. Они делают очень-очень много денег, о чем, кстати, в аналитике практически никто ничего не пишет, на оригинальных аксессуарах, в том числе на наушниках. У Яблока бесспорно лучшие микрофоны. Вот одни яблочные наушники, по-моему, первая реинкарнация у меня Apple AirPods. И AirPods Pro, которыми я пользуюсь, я сегодня в них бегал. Бегал, и куда же я их засунул? С таким гордым лицом я бежал, чтобы их положить на стол. О, я их не потерял. Вот, вы покупаете либо вторую версию, либо прошку. Вы берете, либо делаете вид, что не слышите людей, которые говорят, что соньки лучше звучат, что синхи лучше звучат, что они по-настоящему маленькие, и вам кажется, что они просто нереальных размеров, и что у вас наушники как раз как у нормального мужика, бицуха 60 сантиметров, а уши у вас такие, что к вам вваливаются вот эти вот Sennheiser. Как мне уже написали, что смотри, у Sennheiser вышла новая модель. Я видел, как их пиарят, да, 17 тысяч рублей, без шумодава уши, без каких-то суперкодеков, без ничего просто. Ну, продают их отлично, то есть у них на маркетинг тратится прям очень много денег, у них великолепные блогеры, у них великолепная реклама, у них великолепная фан-база из разряда «я вот слышу эти сибилянты, я слышу, там, не знаю, 60 килогерц, 70 килогерц», и, ну, это круто, ну, круто, что есть такие люди, что они существуют, может быть, мы и правда планета населена кем-то, кто вот что-то слышит. При том, что у Sonic по отношению, опять же, к синхам есть свои плюсы. Почему эти две пары наушников здесь лежат и практически нигде про них упоминаний нет? Синхи я вообще не вспоминаю, потому что, ну, это оверпрайс. Они звучат хорошо, если вы их запихаете себе в уши. У них есть глюки, у них ужасные микрофоны, у них чертова туча недостатков, марки кейс. И я понты не знаю для чего. При том, что многие очень люди, которые приходят и выбирают между вот много у вас денег, и вы любите звук. И хотите ТВС, я не знаю по каким неведомым мне причинам, вы против того, чтобы по-человечески послушать звук в проводных наушниках от плеера. Кстати, как мне очень многие писали, не имеет значения, какой у вас плеер, друзья. У вас может быть плеер за 200 штук, он будет проигрывать по воздуху точно так музыку, точно так же, как и Redmi Note 7 Pro или еще что, или OnePlus 7T Pro или Huawei, еще хуже даже будет проигрывать, потому что у него не будет кодеков, либо Bluetooth старый и т.д. и т.п. То есть вы должны четко понимать, что неважно, сколько вы денег потратите, кодеки никто новые не придумал. Если есть этот LDAC, если есть этот AAC, SBC, aptX, aptX HD, притом чем больше кодеков, понятно, чтобы вы понимали, почему, кстати, извините, что отвлекаюсь, но мы должны сначала с вами обсудить, для чего вот эти вот наушники по 20 тысяч и почему я так возмущаюсь, допустим, теми же соньками. У них есть кодек AAC и SBC. Что им стоило добавить туда кодек aptX, aptX HD и LDAC? Угадайте. Черт с ним там специальные хуавеевские кодеки, черт с ним специальные xiaomi-шные кодеки. Но вот почему нет aptX и aptX HD? Потому что им за каждую единицу товара, выпущенной с этим кодеком, нужно отваливать утрированно там $3 Qualcomm. То есть это уровень просто снобизма бог. Потому что когда ты делаешь наушники за $200, за 210 их тоже купят. Добавьте вы этих кодеки. Но нет, они делают квадратное лицо, говорят, что это вам не надо, вы услышите только AAC и SBC, при том, что после этого они выпускают те же соньки, вот эти вот, и там есть LDAC, та-да! Вот, ну черт с ними, с этими покемонами, понятно, что им каждый раз нужно выпускать новую модель, каждый раз, чтобы вы ее покупали, каждый раз говорить, чтобы кто-то из блогеров говорил и пользователей, я вот начал слышать чуть-чуть большую детализацию в среднем басе, и вот середина не так завалена, а еще в затычках верхние частоты появились. Но это из разряда к сомелье. Чем лучше стелят люди, тем лучше это дело продается. К чему я вот эти три пары еще раз рассматриваю? Я понимаю, что это чуть-чуть затянутое вступление, но вы просто обязаны понимать.
Сколько я не читал комментариев людей, которые мне пишут, а в основном я отвечаю на них. Кстати, Виктор, да, владелец Sennheiser, спасибо большое, что пришел. Большинство из этих людей по неведомым мне причинам в шоурумах выбирает Анкера. Это единственные наушники, у которых есть белый шум, и большинство его слышит. Чтобы вы понимали, из этих трех моделей Анкера самые дешевые. На распродажах их реально R2 Pro купить за 8-9 тысяч. Я не топлю за этот бренд, мало того, что я чуть-чуть, как и все, против Америки, несмотря на то, что я далеко не ватник и ближе к либералам, но это не имеет значения. Анкера делают хорошие вещи и продают их дешево очень часто на распродажах, и это круто. Синхи делают плохие вещи и грамотно пихают это дело народу. Sony есть Sony, и кроме Sony может быть только Sony, поэтому я купил накладные от Sony и этому очень рад. Они безумно удобные, они не стоят своих денег, но если эти деньги есть, только вот эти штуки. Но опять же, люди, у которых есть деньги, идут в шоурумы и покупают Анкера. Большинство моих слушателей, либо зрителей. Я не знаю, с чем это связано. Я понимаю, что вот из всего вот этого, что у меня в руках, это понятно, не все супер топы. Есть еще по 50 тысяч, по 100, по 200 тысяч наушников. Конечно, вам будут пихать что угодно. И алмазное напыление, как мне кто-то скинул презентацию Анкеров. Спасибо большое. Не Анкеров, а Вилкинсов этих. Но это дичь. То есть люди топят за дичь, люди пытаются эту дичь пихать в массы. Ну, окей. Пусть пихают, бог им судья, скажем так. Вот это что-то из этого всегда к чему-то подойдет, если это подойдет к вашим ушам. Все это большое, и поэтому, хотя в описании есть данные наушники, я их советую покупать исключительно после того, как вы запихали их себе в уши и поняли, что вам в них комфортно. Понимаете, когда люди говорят, что вот у меня нет боли после того, как я запихал себе крупные, крутые наушники с хорошим звуком, у меня возникает вопрос, но дискомфорт есть. Зачем тратить 20 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей на наушники с дискомфортом? Ради чего? Ради каких-то там это бред. То есть купи себе тогда, пусть дискомфорт будет в виде проводных наушников, и ты получишь вау звук. Зачем себя мучить ТВС-кой, которая размером с накладные наушники? Это не эмоции, это попытка передать вам, насколько загажено пространство. Вот в этом смысле я согласен, потому что вот это такая моя тема. Чуть-чуть телефоны, чуть-чуть наушники, чуть-чуть часы. И к чему это все? К тому, что everybody lies. Если вы слышите, что в беспроводных наушниках у какого-то топового чувака работает САП, включая меня, кстати, потому что где-то года 2 назад я один раз так оговорился, и мне до сих пор стыдно, то переходите на следующий уровень, потому что неважно, какой у вас плеер, конечно, вас раскрутят купить плеер за 200 тысяч, за 300 тысяч, вас раскрутят купить провода какие-то суперские за 40 и магнитно-полонар. Ну, провод это черт с ним, там еще хоть что-то. В ТВС я в этом мире живу 3 года, нечего там искать. Дальше летим. Летим мы дальше к чему? Про айфоны я сказал, что если у вас есть деньги на iPhone, купите AirPods. Если у вас вдруг нет денег на AirPods, какие мои личные наблюдения, вот я переслушал чертову тучу наушников. Большинство наушников, которые хорошо играют по кодеку AAC, допустим, Oppo. Очень круто, вот сейчас у меня здесь нет Vivo TVS, знаете почему? Потому что у меня уехала супруга в Петербург, там уже живет 2 месяца, даже больше, и она с собой забрала Vivo TVS обычные. У меня остались Vivo TVS Neo, она слушает их то есть она не забрала AirPods, она не забрала AirPods Pro, она забрала Vivo TVS. Потому что по большинству, опять же, по большему количеству мнений моих знакомых, у кого есть яблочные телефоны, Vivo TVS по какой-то неведомой мне причине играет даже лучше моментами, чем AirPods. Хотя AirPods, конечно же, не про звук, они про микрофоны, они про стабильность, но звук чистый. То есть, если девочки любят верхние частоты вкладыши, это вкладыши все, вкладыши выдают верхние частоты. Гибриды выдают и то, и другое, это басы и верхние частоты. А затычки это больше про басы, чтобы вы все, опять же, кто не знал, понимали. Варвар, спасибо за донат. На все отвечу после того, как изложу мысль до конца. То есть вы можете еще купить Vivo TVS Neo, кстати, стоит около 6 тысяч рублей, неплохая альтернатива AirPods, но я это не указал, я, по-моему, даже указал в описании, я уже не помню, я сидел, параллельно делал ролик. Да, вроде бы не указал.
Не указал, но ничего, потому что вот сейчас вам говорю, кто посмотрит, тот и будет знать. Дальше, какие еще наушники, по моему мнению, к ним подходят? Очень хорошо подходит к ним PAMU. Любые PAMU Slide Mini. Не люблю данные затычки, они очень неудобные, они исключительно под специфическое строение уха, они не универсальны, допустим, ну, супер универсальные это всегда какие-то супер бренды, то есть если делает Яблоко наушники, она желает Яблоко, желает, чтобы их все покупали. Чтобы их все покупали, им должны быть этим людям по размеру. Они не должны приходить, это понятно, у нас там купит 10 тысяч экземпляров, а в США купит их 400 тысяч экземпляров. Если из этих 400 тысяч экземпляров придет 100 тысяч и вернет наушники, будет вообще не камильфо, а еще 10 тысяч могут подать в суд. Так что они реально подбирали, как-то я слишком топлю за Apple, забыли про Apple, в общем, хорошо звучат очень с ними PAMU. Почему, не знаю, вот такая магия электронов. С Android-устройствами мне не нравится звучание PAMU вообще. Ну, не к слову совсем прям дно, но печаль. Следующий идет, давайте, что-нибудь интересное у нас. Huawei и Honor. Там вообще все просто. Сказать, чтобы Huawei или Honor делали суперские уши, они, в общем, все время альтернативы какие-то делают. Почему? Потому что вот есть у нас Huawei FreeBuds 3. Крутые, все прям шик, блеск, красота. И звучат супер. Но автономность шлак, это раз. А самая печаль, это даже не в автономности, а в том, что у вас благополучным образом, помимо автономности, будет здесь а-ля шумодав. И этот а-ля шумодав, так, канал без мата, хамства и рекламы, и поэтому сейчас я постараюсь это дело сказать без мата. Без мата печаль заключается в том, что шумодав здесь практически не работает. И не то чтобы это плохо, не то чтобы это хорошо, это вот факт. То есть они анонсируют шумодав, но этот шумодав не работает. Вы получаете наушники довольно хорошего качества с минимальной автономностью, но для Huawei, то есть если у вас телефон Huawei или Honor, вот у меня Huawei P40 Pro, вот эти наушники прям шик, блеск, красота, и из вкладышей вам нечего выбирать, у вас даже бюджетный хуавеевский телефон, вы берете среди вкладышей это дело. Но звучать, давайте вот так будем освобождать и выкладывать, звучать лучше всего с этим делом будет две пары наушников. Одна из них не всем подойдет по форме, подойдет она всем, но вот насколько удобно будет, это вопрос дня. Вопрос дня большими буквами, потому что стоят эти наушники все равно 10 тысяч. Если брать прошки, которые они, конечно же, копировали с боксом, они перемудрили. По размеру вы сейчас все прекрасно увидите, не победили они. Обзоры есть понятные на те и на другие. И вот это вот чуть-чуть не победили в миллиметр, дает дискомфорт. Напоминаю, что в любом ролике у меня есть вот такие вот наушники, точнее уши. Их используют для того, чтобы лор показывал слуховые аппараты людям, кому они нужны, людям с плохим слухом. И это самые средние уши, которые есть. У меня еще есть резиновые, пластиковые, в общем, они все одинаковые слепки. Вот эти слепки точно такие же, как мои уши. Прям вообще Ctrl-C, Ctrl-V, я не знаю, вот. Во всем средние и в этом тоже, это хорошо. И когда вы ролик смотрите, любой, я туда запихиваю эти наушники. Соответственно, вы всегда можете примерно оценить, насколько одни наушники больше других. И если вам здесь кажется, что это дело, ну, чуть-чуть тут мешает, как-то слегка выпирает, по факту это все дело будет, скорее всего, давить вам на хрящ. Насколько люто, ну, черт его знает. Если у вас были ТВСки, вы можете оценить. Если вы, допустим, носили Havit G1, вы вообще можете не смотреть мой стрим, а выбирать, что хотите, потому что у вас все будет прям со свистом залетать. Ну, единственное, да, будет залетать, будете выбирать какие-нибудь супер амбушюры, чтобы это дело у вас внутрь уха не падало. Либо если у вас, как у Виктора, он все еще здесь, надеюсь, заходят Sennheiser, то есть у вас по форме уши такие, что Sennheiser вам кажутся, не кажутся, а вам удобные. То же самое, все это можно выбрасывать, вам только Sennheiser подойдут, потому что больше Sennheiser этих, вторых есть только Sennheiser первые. Все. Все остальное как бы меньше, и остальное будет падать. И Соньки вообще нервно курят в сторонке. Почему? Потому что они меньше. Дальше к чему мы идем? Все-таки про Huawei я сравнил с FreeBuds'ами третьими вам здесь, но это недостаточно наглядно. Почему? Потому что есть у нас прошки, они довольно крупные считаются среди AirPods'ов.
среди вообще наушников, но вы видите, до какой степени примерно с тем же функционалом у нас больше данный наушник. И здесь можно долго и упорно рассказывать, насколько звук лучше и т.д. и т.п., но еще раз, берете к Huawei, к другим наушникам можно, к другим телефонам можно брать, но я бы брал уже что-то другое. Следующее, что идет, это большая категория, тоже Huawei Honor. Мы все еще обсуждаем данные модели телефонов. Потом у меня спросите про свои. Евгений, мы еще не обсуждали Xiaomi. И еще раз повторяю, вот это универсальные наушники, так же как любые анкера. На эти анкера у меня еще не было обзора. На это Soundcore P2 то же самое универсальные наушники. Oppo Enco Free универсальные наушники. Redmi AirDots универсальные наушники. И я бы R2 Pro, кстати, тоже назвал универсальными, но не со всеми телефонами я тестировал их, поэтому такая тонкая красная линия. Из супер универсальных, наверное, все, ну, не считая AirPods. Потому что то, что здесь валяется, допустим, JBL валяется для того, чтобы я сказал, что это днище позорное, скупили Samsung, сделали из этого просто банкомат и имеют этот банкомат вместе с теми, кто это дело покупает. Колонки норм, хотя, опять же, то, что сейчас колонки выпускают и выпускались JBL-ки 5-7 лет назад, ну, почитайте форумы. Почитайте форумы, я уверен, что вы поймете, о чем я. Не будем говорить гадости, а то еще заблочат. Не забываем прожать лайк за труды, если данная тема полезна. Вас 400, меня 1. И я стараюсь делать все по максимуму. Для чего? Для того, чтобы у вас было понимание, что, как и где работает в мире ТВС, который уже довольно большой. Это один из самых развивающихся рынков. Они каждый год прибавляют в разы по продажам, и люди интересуются, они становятся лучше, дешевле. Понятно, что гипербренды какие-нибудь, Huawei и Honor пытаются собрать все сливки, у них это получается. Но есть альтернатива в Китае, есть альтернатива какие-то супер бренды из разряда про звук, поэтому мы сейчас и разбираемся с этим делом. Вот, есть у нас такие вот наушники, они называются Honor FreeBuds 3i, по-моему. FlyPods 3. FlyPods 3. В чем у них крутость? Во-первых, они обалденно звучат, они сделали большие уши, они большие, крупные очень для затычек, прям крупные, но они суперски звучат, это раз. 2, у них прямо нереально минимальная автономность. 3, у них саморазряд бокса и хороший шумодав. И все это в более-менее адекватные деньги. То есть, если вы хотите до 5000 рублей купить что-то брендовое на Алишке во время распродаж, вот она, кстати, будет через неделю, то я советую, прям не без зазрения совести, я сейчас вам рассказал все их косяки, чтобы сравнить их с чем-то, насколько, вот, допустим, Oppo сделала наушники с шумодавом, о них я тоже расскажу, это еще тот смех, и функционально вот это дело в разы круче, но, понятно, в 2 раза дороже, чтобы вы понимали, насколько они меньше. Вот такие мусюсики и такие вот наушники. Видите? Но здесь вот это дело про звук и про шумодав. Мне очень порадовал этот продукт. И за него обычно на стримах не топлю, потому что забываю. Довольно странный бокс, довольно странная форма. Довольно сильно торчат. И, говорю, саморазряд бокса, притом производитель говорит, что все норм, так тут быть и должно. Оно так стояло. Вот, ну, его право. Поэтому из Huawei, к чему мы пришли? Мы можем купить FreeBuds 3, можем купить Honor, FlyPods Lite. Опять же, если вы не понимаете, о чем я говорю со слов, то в описании к видео есть ссылки на ролики, есть ссылки на покупку, и я уверен, что в комментариях будет просто бешеное количество людей, которые распишут плюсы или минусы тех или иных наушников. Почему? Потому что коллективный разум — это хорошо, особенно в данной теме. То есть мы берем вот это шумодав затычки, вот это шумодав вкладыши. Понятно, что все относительно, но из вкладышей я больше шумодавов не знаю, что довольно круто. И есть у них еще довольно неплохие наушники с шумодавом активным. FreeLace и FreeLace Pro. На FreeLace Pro я сегодня сделал обзор. Звучат они очень хорошо. Микрофон у них для такого форм-фактора ужасный. Габариты они сделали больше. Торчат они из уха сильно, но если у вас телефон Huawei, особо сильно не разгоняешься. То есть ты можешь купить OnePlus Bullets Z и Bullets 2, у меня сейчас их нет на руках, я оставил их в Петербурге. Это самые лучшие затычки, вкладыши, затычки на шнурке среди рынка ТВС. Но у этих штук тоже есть свои плюсы. Первое, то, что можно не носить провод и подключаться по Type-C. Второе, то, что активный шумодав здесь и правда лютый. Здесь неплохая функция прозрачности и довольно хорошая... Что довольно хорошее?
довольно хорошая посадка. В принципе, они не вылетают. Но когда бегаешь, они по ключицам бьют довольно конкретно. Поэтому я бы 1000 раз на вашем месте подумал перед тем, как их покупать. Но огромный плюс — это звук. В ролике я сильно его не разрисовывал, потому что, опять же, у меня есть четкое понимание того, как играет Bullets 2. Вот Bullets 2 от OnePlus, который стоит чуть-чуть дешевле, но у них нет шумодава активного и нет, по-моему, функции прозрачности, я уже не помню, но не перепроверял. По звуку они лучше. Чуть-чуть, но для меня. Для кого-то, возможно, будут лучше Huawei. В принципе, как продукт супер. То есть, если у вас есть Huawei-овский телефон, то вы благополучным образом можете выбрать среди этих моделей. Это прошка, это тройка. Но это вкладыши, это FlyPods 3, это FreeBuds 3, это Pro, 2 Pro, по-моему, FreeBuds. Я уже запутался в их названиях, я говорю, они, наверное, специально это делают. Все по ссылкам есть, ролики про это дело есть. Единственное, о чем я забыл сказать, еще раз напоминаю, что вот это вот, видите, днище, это старые наушники, так же, как и вкладыши, FlyPods Lite. Я не говорю, если вы их купили, ну ходите, пока вам нравится. Хороший звук, но среди вкладышей за эти же деньги можно купить намного лучше, это раз. А два, они... Ну, атовизм, они уже старенькие. Здесь все старенькое, и вот такая вот печаль. Когда что-то старенькое, оно морально устаревает, как ваш компьютер, ничего в этом удивительного нет. Забыли про Huawei, ну, временно, вдруг вы еще раз вспомните, и я обязательно вам отвечу на ваши вопросы. Я думаю, что мы придем сейчас не к Xiaomi, потому что ради Xiaomi здесь много людей сидит, и вполне возможно, они уже посмотрели по ссылкам в описании, что я советую для Xiaomi купить, но давайте к OnePlus. OnePlus, это Nord, был на него обзор. Это OnePlus 7T Pro, конечно же, был тоже на него обзор. И что я хочу об этих телефонах сказать. Они корпорации BBK. Есть Oppo, есть Realme, есть Vivo, есть OnePlus. Это все одна и та же большая тусовка. Да, это именно те плееры BBK, которые нам было стыдно в городе Петербурге в 90-е покупать, так как это было убожество относительно тех же Sony или Panasonic. Но сейчас и сказать, что они расправили крылья или ничего не сказать, достаточно посмотреть, сколько BBK продает девайсов в сумме вот среди этих 4 брендов и понять, что они рвут вообще планету на куски и по тихой сапе довольно неплохо, используя технологии параллельно в 4 фирмах, в 4 брендах, извините, делают большие-большие деньги и большие-большие успехи. Не забываем прожать лайк, как-то совсем все печально у меня, наверное, на стриме, если лайков так мало, а людей так много. Ну и черт с ним, если не нравится и вы себя наказываете, поставьте дизлайк. Ну, это тоже фидбэк. Буду знать, что такие дела не нужно проводить. Не нужно проводить эти стримы противные. Galaxy Buds Plus ужасный, рад мира. Его можете посмотреть по поводу всех этих защит от влаги. Кстати, про Samsung еще раз забыл добавить, что очень много у Samsung подделок. То есть Samsung подделывают вообще все, кому не лень, подделки не отличишь. Еще круче, чем айфоновские наушники. То есть AirPods не так подделывают, как Samsung. Не забываем, кстати, что в описании к видео есть мои контакты в Фейсбуке, Телеграме, ВКонтакте, соответственно, Инстаграм. И в описании к видео есть самое интересное, это Телеграм-канал. Кстати, точнее, в описании к видео есть Телеграм-канал взаимопомощи, а в прикрепленном комментарии есть Телеграм-канал со скидками и промокодами. Перед каждой распродажей Али мне скидывает мой личный промокод, он обычно маленький, но обещали давать какие-нибудь побольше. Плюс я туда кидаю в основном девайсы, которые я сам покупаю, либо которые мне приходят. Для интереса, я надеюсь, моих подписчиков здесь кто-то есть, вот такие вот Soundcore у меня на обзоре. Я их купил, мне их предлагала бесплатно, не буду говорить, какая сетевая штуковина, которая мне очень не нравится. Я отказался, купил на Алишке, притом чуть-чуть, но дешевле, и это хорошо. Это QCY новый, это 18, это Baseus, это 3T, их я, кстати, 3 пары разыграю, Soundcore, и есть еще 4 пары наушников, которые я пока показывать не хочу. Не хочу и не буду. Так вот, по поводу OnePlus. С OnePlus играет практически все хорошо. Прям все-все. Но у OnePlus есть свои наушники, и это очень круто. Почему? Потому что, хотя они пытаются, и их покупают просто тысячами, я не понимаю почему, у них очень много косяков. Опять же, по моему субъективному мнению, обычно я их ругаю, кроме Vivo. Vivo TVS, Vivo TVS Neo и, наверное, Realme. Не Realme, а этот... Как же они называются? RMA 205. Напомните, друзья.
В общем, есть еще, пока вы будете вспоминать, это дешевые вкладыши, есть еще опповские наушники, и они мрачные, но не настолько мрачные, это самые мрачные наушники, они стоят, по-моему, 1011 сейчас. Если они допилят что-то с шумодавом, не с шумодавом, а с самим воспроизведением, будет круто. А пока это просто очень крутой бокс, очень маленькие наушники, очень много функций, но ужасное звучание. И по мне, не очень хороший микрофон, на них тоже есть обзор. И Realme-вские, Realme Buds Air Pro, по-моему. Вот. Они тоже норм, но за их цену можно брать. Можно брать, тем более к OnePlus. Вот так мы расположили. Это Realme, по-моему, Buds 1. Это Oppo W51. Короли здесь, конечно же, и Oppo Enco Free. Oppo Enco Free это прям супер-мега король, хотя против них многие топят. Но опять же, это логично. Почему? Потому что Oppo, Realme, BBK, вообще весь бренд BBK не представлен в России. Никому он не платит. Максимум он может какие-нибудь там штуковины прислать. Из всех наушников, что у меня есть от BBK, мне даже продавцы ничего не присылали. Nord, кстати, единственный телефон, который мне OnePlus прислал. Черт знает почему, наверное, потому что я захейтил OnePlus 7T Pro когда-то год назад. Но я его покупал в Москве, волшебный телефон, каждый стрим говорю об этом. А по поводу наушников, больше всего мне понравились Vivo, и те, и другие, это среди вкладышей. Среди затычек Oppo W51, цвет, блеск, красота. И Oppo Enco Free, это наушники, которые вы очумеете пытаться купить. Это уникальный момент, когда топовые блогеры их хейтят, но народ начинает покупать, пробует и скупает практически все. На Алиэкспрессе есть только розовые, если, правда, многим девушкам это дело по размеру почему-то не подходит. Наверное, поэтому розовые не все раскупили. Мне очень они нравятся. Это уникальная штука. Вот такие а-ля гибриды уникальные не потому, что до них это никто не делал. Делал, по-моему, Mifa X3, вот что-то подобное. Но хорошо получилось с хорошим звуком и хорошим микрофоном только Oppo. Вот это все бренд BBK. Из этого BBK, давайте вот так разложу, под телефоны OnePlus любой, Oppo, Realme, Vivo. Понятно, что если вы, кстати, будете покупать тот же Oppo с опповским телефоном, возможно, у вас будет анимация. Почему возможно? Потому что очень часто получается такая штука, что у кого-то с глобалкой они не работают, у кого-то с китайской версией. Вот у меня был телефон Realme V3 недавно на обзоре, его здесь нет, потому что у меня его все-таки выпросили купить. Ничего плохого в этом нет, потому что я купил Realme еще 3 телефона, они сейчас все в пути. Вот. И про микрофоны я обязательно скажу, какие лучше, какие хуже, что из этого всего брать. И помимо универсальных наушников, Соньки, Синхи для мазохистов, Soundcore для тех, кто шарит, и всего остального, вот Oppo, золотая середина для этих брендов, Realme, если, они чуть-чуть больше по размерам всегда, вот нужно четко понимать, что они стоят очень дешево, относительно дешево. Vivo, любые, это вкладыши, это гибриды, и затычки мы решили с вами, что это Buds, точнее OnePlus, а где же Buds Z, еще они у меня были. Какие-то еще OnePlus были, но здесь нет. Короче, затычки еще более-менее, со вкладышами у них была вообще печаль, я бы их сюда и не положил. Очень сильно они мне не нравились. Realme и Oppo это уже больше, наверное, для тех, кто фанатик. А если вам нужен шумодав, вот он, Oppo W51. Oppo W51, мне кажется, подойдет под все телефоны, с чем я не слушал. Все мне нравилось. Цубера, я не повторяюсь, как в анекдоте. Если вы посмотрите на канал, все, что я сейчас вам показываю, рассказываю, помимо того, что у меня было отдельные обзоры, на них есть отдельные топы, топ-10 наушников, вкладышей, затычек с кодеком aptX и т.д. и т.п. Сейчас я вместо того, чтобы делать топ по брендам, я сейчас с вами на стриме разжевываю все, кому что нужно. Вот, поэтому Oppo W51 я советую для любого телефона, там отличный шумодав. Насчет анимации, еще раз повторяюсь, что анимация завозится только на AirPods Pro, вот без проблем, там всякие под них пишется. В остальных случаях с остальными брендами, если вы используете Oppo с Google, там, с Pixel или еще что-то, вряд ли у вас будет анимация. Но вот такие мастодонты, как вот эти 3 пары наушников, лучшие вкладыши по звуку, самые, наверное, адекватные по посадке наушники с шумодавом, это вот мое мнение, именно не потому, что я за них топлю, а потому что они нереально удобные, я не встречал людей, которым W51 не подошли бы. С Oppo Enco Free я встречал, но это лучшие гибриды, единственные гибриды, и это круто. Я рад, что у меня черный цвет.
Чтобы вы понимали, Vivo TVS я, кстати, покупал за 14 тысяч. Их сейчас тоже тут тяжело найти. Это Vivo TVS Neo. А Oppo, по-моему, за 9, а сейчас розовые можно купить за 4200. Это учитывая, что еще и рубль просел относительно доллара более чем конкретно. Вот сейчас мы разложили телефоны как-то очень плохо, потому что это все дело будет скатываться. Дальше мы приходим, наверное, к основному, что ждало, наверное, человек 200. Это телефоны Xiaomi. Из телефонов Xiaomi у меня было много, но я оставил только Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro, семерка я не знаю, где валяется. Она мне очень, кстати, нужна сегодня будет, ну черт с ней. И Poco X3. Идут еще несколько Xiaomi-шных телефонов, включая Mi 10T Lite. Но с телефонами Xiaomi все очень просто. Если у вас есть денежка, и вы фанат Xiaomi, вы берете и покупаете Xiaomi Air 2 Pro. Это единственные наушники у них, которые идут в моих обзорах без приставки «но». Но они там с такими-то косяками, еще с чем-то. Они стоят для Xiaomi, по меркам моим, довольно дорого. То есть они, по-моему, стоят 1008. Около $100, плюс-минус там 10. Может быть, на распродажах будет дешевле, но я не уверен. У них море плюшек, они классно сидят, относительно классно. Понятно, что они большие. Звучание супер-мега-топ, и не буду их хвалить, смотрите, наверное, отзывы людей, которые их купили, купило их уже более чем достаточное количество людей, и если у вас есть телефон Xiaomi, вы покупаете эти наушники, если вы фанат, и не думаете, но, опять же, я бы купил Vivo TVS, но не будем, но вот если у вас телефон Xiaomi и вам нравится форм-фактор затычки, и вы все равно фанат, то берете это дело. Потому что если вы любите звук, вы купите Soundcore на распродаже на 1000 дороже. Вот. А если вам нужен топовый микро, вы купите, черт с ним, даже розовые Oppo NK3. Но вот Xiaomi для Xiaomi. Дальше идут самые уникальные вкладыши по мне внешне. Они не сильно проигрывают, а по мнению многих даже не проигрывают Vivo TVS по звуку. Это Feel CC. С этими наушниками нужно включать мозг. То есть если у вас китайская версия наушников, вам нужно китайскую программу скачивать для обновления прошивки и изменения тапов и всего остального. Если у вас глобалка, то глобальную. Ну, кроме мозга здесь ничего не надо. Звучат хорошо, микрофоны достойные, если вы фанат Xiaomi-шек. У меня еще нет Feel CC, не CC, 1 Pro затычки. Я их не включил в описании, потому что у меня там место закончилось. Это тоже очень крутые уши. Шумоподавление у W51 скромное, очень скромное, не до безобразия, как во FreeBuds 3, но скромное. Дальше, что у нас идет из Xiaomi? Конечно же, это Xiaomi-шные любые наушники, но вот эти вот Mi, по-моему, Mi, старенькие они, еще беленькие были, вот. Вот эти вот мишные, нет, это AirDots, нет, вот эти вот мишные, они беленькие не очень. Они не очень, у них было много косяков, но если у вас нет денег, Redmi либо Mi, ну это и то, и другое Redmi AirDots. Притом есть первая версия, есть вторая версия, есть версия S. Я, конечно, взял бы S. Почему? Потому что про звук можно соловьем что угодно лепить. Я вот по-другому не скажу, потому что лепить. Многие лепят именно про звук для того, чтобы что-то потопить и что-то забывают. А по автономности AirDots 2 больше, чем AirDots 1. По громкости чуть-чуть меньше, конвейер тот же, завод тот же, цена ниже. Я бы брал тот девайс, у которого меньше задержка в играх, у AirDots 2 меньше, и тот девайс, который, опять же, имеет больше автономность, потому что со звуком все вот прям не то, что на тоненького, а я четко считаю, что у вторых лучше, ну, опять же, я считаю, вы можете по-другому считать. Кстати, мы Realme Buds Q забыли, и я их забыл почему-то. Хорошие затычки эконом-класса для телефонов Realme, Oppo, OnePlus. Опа, у телефонов Oppo. Дальше. Что еще мы у Xiaomi можем посоветовать вам? Вот, в принципе... кстати, вот OnePlus еще одни. Это вкладыши. Вкладыши мне от OnePlus ужасно не нравятся. Любые наушники QCY, вот. В описании не вставил, вбиваете QCY Польза.нет, либо QCY, QCY. Вот такая вот штука, беспроводные наушники, и смотрите про них обзоры. Это супер эконом. QCY T7, QCY T8, QCY T18, вот эти слушал. Я не знаю, есть в продаже или еще нет. Я, кстати, не знаю, где я их купил даже. Продажи-то точно есть. Потому что у QCY очень часто бывает такая ситуация, что они выкладывают,
модели, ты их покупаешь, и потом их нет в продаже, и все. Дальше. Можно покупать под Xiaomi и под любое, что угодно, наушники беспроводные от KZ. У KZ очень хороший ТВС, у Meizu то же самое, но это все старенькие ушки, и, ну, черт его знает, я говорю, я на вашем месте бы брать не стал. Что еще у них появилось интересного? Вот такая вот фирма у них есть, Zemai. Опа. Вот Zemai я, по сути, подключал к OnePlus. Zemai это бренд от OnePlus, бренд BBK, то есть OnePlus, еще что-то, но я бы брал их вообще к чему угодно. Соловьем раскатываться я не буду, потому что я не считаю, что у них какой-то супер-мега топовый звук. У них довольно большое количество косяков, опять же, по моим меркам, но очень хорошие наушники, и это навье, прям свежесть. Свежесть за локальные деньги, именно локальные, потому что они, я считаю, решили на рубль ориентироваться, там 4-4,5 тысячи рублей вы получаете затычки с форм-фактором AirPods Pro и шумодавом, и это круть. Круть, путь, цвет, блеск, красота. Дальше. Вот эти всякие хавиты-хеллоу. У меня, кстати, есть хавиты, точнее это не хавит, а хаки. Хаки это бренд Havit. У них тоже были адекватные наушники, $30 с 34, по-моему, доллара хавит с шумоподавлением. Я их даже не стал никому отдавать и продавать, потому что, в принципе, за эти деньги продукт тоже в каком-то смысле уникальный. Хотя советовать я его не могу. Я считаю, что лучше купить анкера по звуку и все. Дальше. Мы все еще продолжаем с телефонами Xiaomi. А для Xiaomi я бы также купил любые наушники из разряда тех, что подходит к Realme, Oppo или OnePlus. У Xiaomi есть шнурки, я их тестировал, обзоры не делал, потому что ничего суперфееричного я в них не видел. Я бы сказал, что до появления Feel, к сожалению, Feel у меня не остались ни прошки, ничего, но Feel CC2 идут. Но вот Feel это их а-ля бренд, а-ля, потому что это одна из их дочек, Xiaomi тут не написано. Очень крутые наушники, все, кроме XS. XS мне не понравились, все остальные понравились. Мне еще идут, кстати, XS Lite, Feel. И Мишные наушники мне понравились. Что еще бы добавить к вам? Есть дальше. Есть маленькие бренды относительно маленькие, либо которые не ориентированы на широкого потребителя, потому что у них не так много денег. Это SoundPizza, ни к чему я их не причислял. Конкретно у этой модели проблема с размерами. Без вот этих резиновых вкладок я ношу вообще норм, звук топ, у SoundPizza не бывает проблем со звуком, я считаю, за свои деньги они звучат все хорошо. Базеусы для тех, кто не считает себя меломаном, а просто им нужен звук. Чтобы он не обрубался, чтобы не было хрипов. Обзоров на базеусы просто море, подойдут тоже к любым телефонам. Главное не ожидать от них чего-то там супер сверхъестественного. Вейфаны это 3T, по-моему, а была еще тройка у меня на обзоре. Вот на эти наушники, когда я сделаю обзор, я разыграю их еще 2 пары. Звук всегда хороший, материалы всегда приятные, и это один из тех маленьких брендов, которые делают только, по-моему, наушники, притом делают это довольно неплохо, и не зря. Да, Oppo W51 универсальный. Есть, конечно же, вот такие наушники, и еще у Amazfit есть Zenbuds для сна. Если варвар их еще никуда не делал, то я их у него заберу. Так вот, вот эти вот Amazfit могут измерять ваш пульс. То есть это наушники про спорт. На Baseus 0.5 нет обзоров как раз потому, что они обычные серые Max Bellic наушники. То есть они у меня очень давно, я ими прям пользуюсь и пользовался, но мало эмоций. Я не ною, а чтобы вы понимали, когда делаешь обзор на наушники, хочется не копипастить одно и то же, автономность, у тебя должна быть эмоция какая-то от вещей. Вот завтра у меня, допустим, будет обзор на рюкзак, послезавтра на оповские часы. Притом, я уверен, оповский обзор вам будет точно интересен. Потом будет обзор, скорее всего, на Mi Watch Kala, вот тоже ничего. И я вижу различия, хотя у меня были такие же спорт. Я вижу отличия, правильно сказать. И всякие наушники Moenhen,
Форма, цена, звук, вот что-то более-менее универсальное. Говорю, на канале около 200 обзоров на ТВС наушники. И если вы хотите подобрать прям именно под вашу модель телефона, а не только под бренд, напоминаю, что по поводу брендов все очень просто. Вы смотрите в описании и кликаете там на обзор, на ссылку в описании для покупки. Можете покупать где хотите, но по названию легче искать обычно так. Вы просто кликаете, и внизу у вас чертова туча еще продавцов с ценами пониже, повыгоднее и т.д. и т.п. Дальше. Что бы я еще хотел вам поведать? Никогда не стоит, напоминаю, ждать от беспроводных наушников того, что могут делать провода. Если вы, правда, слышите и различаете различные сибилянты, для вас очень важна ширина и глубина сцены, ну, накладные, ну, провода, и, в общем, и источник, и ЦАПы, и все вот вам в руки. Не стройте вот, как многие умные люди в интернете, красивые глазки, не говорите, что «Вау, как оно может быть?» Ну как, вы берете просто КЗшки за 30 баксов, и вот это вот все дело улетает в тартарары просто. И кто мне там напишет сейчас, что это не так? Ну, понятно, что под себя надо все-таки выбрать провода, но по факту цена вопроса 30-50 долларов, либо 200. Вот. И все. Field CC2 я не думаю, они у меня уже в пути. Может, я их даже, кстати, не распаковал. У меня несколько посылок лежат. Я не успел. У меня была сложная неделя. Благодаря моему начальству я более-менее отдохнул и поработал на канале, но все еще пытаюсь уволиться с сентября. Так что держите за меня кулачки. Что за уши в кадре как проводные? Это одни из, наверное, пар большого количества пар наушников, которых у меня не было на обзоре, которые я слушаю, и я очень хочу сделать на них обзоры, но у меня никак нет времени, потому что приходит что-то интересное. Bedlam AirPods Max у меня будет в январе. В январе у меня будут эти наушники, когда дойдут, черт его знает, но вот будут. Стоит ли покупать Realme Buds Q для Xiaomi Mi 9T? Я только что в описании, вот на вопросы сразу теперь, что стоит ли покупать это? У меня есть топы на канале, это для тех, кому лень смотреть описание, то есть у вас вот прям не хочется вам нажимать, кликать на описание. Вместо того, чтобы кликать на описание, вы можете благополучным образом кликнуть на канале на плейлист топов, которых 29, там есть, кстати, стрим, тоже с топами, и узнать, что есть что. Слушай, я не знаю, где ты живешь, на следующей неделе буду палить, конечно, не собираюсь. Никита, здесь, по-моему, человек 500 вообще знает, где, что и как, но эту тему я не хочу, чтобы, в принципе, здесь поднимали. Сколько часы Oppo стоят в рублях? Виктор, 16 тысяч 46 миллиметров, 11 ноября на распродаже китайская версия, ТЧК. Насколько по 10-бальной шкале оценил бы The My AirPods? Я так не делаю. One Dear. Да, хочу взять наушники Samsung Buds Plus. Хлам, не собираюсь вообще обсуждать это. Soundcore Liberty 2 Pro. Я думаю, что вам стоит посмотреть обзор на них на канале и все узнать. Дальше, салют, Саш. Есть совершенно серьезный вопрос. Где раздобыть такие же крутые ночники? Вот такие... Вы будете неприятно удивлены их ценой. Я скину их в телеграм-канале со скидками сейчас тогда после стрима, окей? Дальше Feel XS мне не зашли ни по звуку, ни по размеру. То есть в чем причина? То, что у них, блин, они громадные, у них не хороший звук относительно всех остальных филов. Но опять же, это мое субъективное мнение. Думаю, у Huawei большое будущее. Я бы сказал, сейчас Google это был бы самый топ. Да, но у них бы цена была выше, и не факт. Скажи, пожалуйста, что купить, JBL или... Ничего не понял. Чем... Field T1 Pro Space Boy. Я не буду отвечать, что, как, где. Где наушники Edifier, где-то. У меня было 200 пар наушников, друзья. Я выбираю что-то новое. X3 это не новая модель вообще никак. И все всегда что-то кто-то дальше идет. Автономность, лучше Bluetooth, лучше ПО, лучше там, динамики, все вообще, микрофоны. Что больше схоже по конструкции с AirPods? Vivo TVS. Пресс по поводу Sonic тысячных, если у вас есть третьи,
Нет смысла покупать четвертый. Если вы не бежите за чем-то прям, вот прям вам надо новое, купите третий, у вас будет такой же звук. Вот чуть-чуть, может, разница. И опять же, это для тех, кто пытается слышать. Первый Donut Ignore. Amazfit GTR 2 или накопить на TicWatch? Злой ежик, не игнор. Я всегда первое время раскрываю тему стрима, а потом отвечаю на вопросы. Я TicWatch, в принципе, считаю просто дном, поэтому меня некорректно спрашивать данный вопрос, я не стал бы их покупать. От GTR 2 у меня еще не было их в руках, хотя они в пути. Саша, салют, спасибо за ответы. Будут ли обзоры на ночники с Али? Был обзор на канале, на обычный. Вы хотите, чтобы вообще на этот еще был? Посоветую уши за 3-4 тысячи рублей. Хомяк, советую посмотреть в описании, там их море. Как тебе Amazfit PowerBuds Active? Обзор смотрите, узнаете. 9-й, я скажу, что смотрите обзор Halo GT2. Я, по-моему, делал первый обзор на русском YouTube на них. Sony 1000 MX3 или Anker Soundcore R2 Pro? Слушать надо, Оливер. Это так не работает. Фил CC будет Тилит CC, я не знаю, есть Фил TC Stars, то же самое, первый обзор на Рутюбе был мой, можете посмотреть. Сейчас мне идут Фил CC 2. Когда обзор на сумку Мейзу? Когда дойдет, но рюкзак мне уже дошел, ничего пока. Я хочу сумку с рюкзаком сделать, обзор совместный. Паму слайд стоит брать? Если у вас не iPhone, однозначно нет, да и вообще нет, они не хорошие, мое мнение субъективное. Может быть странный вопрос, но если бьющие воздушные басы, блядь. One Dear King, серьезно? Ты вообще, чтобы тебе лапшу на уши вешали, ты не на тот канал пришел, вот серьезно. Бьющие воздушные басы. Кинт, бьющие ты меня убиваешь, вот давай, окей. Вот что здесь может бьющие бить вообще просто люто? Я понимаю, вот здесь могут быть бьющие басы, а здесь что? Вот по твоему субъективному мнению. И давай откровенно, ну, понятно, что лапша откуда-то свисает, понятно, что с ушей откуда-то она появляется. Но есть, будем называть это дяденьки глупыши. Глупыши Sennheiser, глупыши Soundcore, которые тоже топы мировые. И Соньки, вот просто глупыши, стадо глупышей. Они делают наушники про звук, у них вот бьющие. Видите размер? И берется такая ZMI, которая делает благополучным образом, что? Правильно, она делает у нас пауэрбэнки. И такая, а я сделаю в 3 раза меньше и, в общем, порву их по звуку. И обратно их кладем, и я такой, ну да, ну вы смотрите обзоры смотрите, но не мои. И, в общем, будет все окей, и там будут бьющие. И главное, не слушайте больше ничего, кроме этих наушников. Извините за сарказм, но дело было не в бобине. Просто есть вещи, которые объективные. Объективно, к сожалению, то, что только при помощи размера можно уходить в намек, окей, намек на аудиофилию, потому что это даже, ну, ладно, намек на меломана, но в ТВС. Наушники ушли далеко вперед, это вам уже, не знаю, не FreeBuds Lite и по звуку, и по всему. И можно сказать, что удовлетворить они практически любого могут, но это, опять же, не аудиофилы. И не пытайтесь, ну, как хочется, конечно, применять вот это вот, делать крупные глаза, облизывать и так, но это не так. Ну, как бы, когда вы ребенок, если вы подросток, то да, норм, вы эмоциональный. Если вы уже древний и вы уже повидали виды, вот, допустим, Валерия, если она все еще здесь, она как вставит себе ZMI в ухо, так и вынет где-то через секунд 15. Вот, прям 1000000%. Хотя скажет, что ну да, звук неплохой, ну ок. Будет ли обзор на наушники SoundPits Stroyer 2? Будет. Саня, пожалуйста, попробуй амбушюры AirPods одеть на FreeBuds Pro. Во! Да, видишь, не зря я тебе написал. Опять же, я напоминаю, что я читаю все ваши комментарии. Какие-то лайкаю уже, на какие-то я считаю, что вы можете утрудиться и добавиться в телеграм-канал взаимопомощи и узнать ответ на тот вопрос, который вас интересует. Там 4500 рублей, 4500 людей, море девайсов. Просто сегодня покупал 2 девайса, и они были дорогими. Для меня они были дорогими. Так, AirPods Pro. Я, по-моему, мне кажется, что это бред, что они не налезут. AirPods Pro, а куда их запихал? Куда-то запиханы AirPods Pro.
Syllable S101 точно не S101, и если у вас есть деньги на Pocophone F2 Pro, ну вы, в общем, старый еврей, который не знает слов любви. Ну раскошельтесь, вы купите вы поприличнее наушники. Друг. Ну вообще меня умиляет, когда люди покупают по 30-ке телефоны и такие, а я куплю наушники за 2000 и будет огонь. Не будет. Ну вот прям не будет. Прям вот вообще никак. Вот. Что у нас? Смотрим. Близко? Ну, не особо. Надеть я попытаюсь. Опять же, от AirPods Pro. От AirPods Pro на Huawei. Ломаются они. Нет, они сломаются. Они и так у меня уже чуть-чуть треснутые. Не вариант. Не могу найти достойный обзор на наушники для бега. Достойный? Ну, ищите достойный обзор. Достойный это как? Это что, с раздеванием или как? Или с пением? Дальше приветствую, очень уважаю ваше творчество. У меня такой вопрос. Что лучше подойдет к телефону Huawei? P20, Syllable 119, FreeBuds 3i с рук. Вообще с рук ничего не берите, Syllable 101 я уважаю только, поэтому вы некорректно спрашиваете. Устраиваете встречи с подписчиками? Я еще пока не в Петербурге, а когда буду в Питере. Я вообще в прошлый раз был в Питере месяц, писал, может где-нибудь затусим. Ни одна живая душа, ни одна. Вот, не написала. На Redmi Note 8 Pro затычки с хорошим микрофоном. Еще раз, вы смотрите все в описании к видео. И вот сейчас к стриму. И в описании к стриму есть каждый бренд. Расписано, что я советую под это дело. Так что постарайтесь, напрягитесь. И, в общем, если хотите узнать о наушниках, посмотрите мой обзор. Он в среднем от 5 до 8 минут. Я вам не смогу здесь описать, какая задержка. Я не смогу вам здесь ставить вот сейчас пример работы микрофонов. Это все лютотень. И плюс мне обязательно при любом раскладе нужно освежить в памяти, как это дело звучит. Я верю, что существуют какие-то уникальные вундеркинды, но, правда, они, скорее всего, живут где-нибудь в Силиконовой долине, которые помнят после того, как они слушали, допустим, Анкера, я там послушал и такой, я все на всю жизнь запомнил, как они звучат, все остальное хлам, или наоборот. То есть ты запоминаешь, на какое-то время потом забываешь, вот и все. Плюс приходит большинству наушников о прошивке. Так же, как я хейтил OnePlus Ballads, какой OnePlus? Google Pixel Buds 2, у них был ужасный микрофон, просто хлам. Мне подписчик, по-моему, недели 2 назад написал их обновить. Я обновил, я очумел. Я не знаю, как я говорю, они сделали с вот этим вот форм-фактором наушников топовые микро, но здесь нереальные микро. Я не советую их покупать, они стоят нереальное количество денег, но круть путь. Близкий, привет, спасибо большое, что зашел. Приезжай в Екатеринбург, затусим. Вячеслав, а потом со мной разведется жена, да? Нет, так это не работает. Привет, как тебе Индиго ТВ? Понятия не имею, о чем вы. Дальше я просто слушал на Xiaomi Hi-Bud Pro HD, там не понравилось, но басов не хватило. Спасибо за обзор, очень было интересно. Саша, это не обзор, это стрим. Вы можете спрашивать, мы сейчас здесь общаемся. IP или Verge Lite, или взять что-то другое, бюджет. Jesus One, мне такое ощущение, что ты каждое воскресенье покупаешь какой-то новый девайс. Ты у меня постоянно спрашиваешь, притом, правда, спрашиваешь, по-моему, одно и то же, но черт с ним, я рад тебя видеть. Я Verge Lite, потому что IP я не понял, что такое. Дальше, на бренд Samsung нет в описании. Евгений, потому что это мой фейл эпичный. Давайте я добавлю, что к Samsung купить. Что купить к Samsung? Анкера купите к Samsung и все. Потому что я могу сказать, купите к Samsung, но мне очень не нравятся их наушники, говорю. Что лучше к UCY T7? Нет, обзоры топ-10. Смотрите, узнаете, что лучше. Добрый вечер. Можешь ли посоветовать наушники, у которых хороший звук и без проблем с подключением до 8000 рублей? NGC, их просто море. Если вкладыши Vivo TVS, если затычки, это чтобы подешевле вам Anker Soundcore P2, можете даже не на распродаже, а в соседнем магазине. И вообще их море, просто море. Топ уже был или нет? OneCare DearKid, весь топ в описании. Да, вы уже его пропустили. Слегка. У Samsung Анкера строительные. Виктор, вы все. Вы фанат Зенхайзеров. Я не знаю, как вы можете смотреть мой канал, хотя я вам очень рад. Какие наушники будут сочнее звучать Спока? Сочнее.
Вы сравниваете затычки, вкладыши и гибриды, Олег. Затычки всегда интереснее звучат, точнее гибриды. Опять же, на вкус и цвет. Напишите в телегу, у кого-нибудь есть такой же телефон, и все. Poco X3 у меня есть, но я, по-моему, не слышал. FreeBuds 3, FreeBuds я не слушал, точнее, Oppo NK3 я не слушал с ним. Что пойдет к телефону Asus? Все, что вот в описании из супер топов. Это Sony, Ankera, Feel. Так, дальше FreeBuds Pro нормально себя чувствует на Xiaomi телефонах. Так себе жмых. Жмых смысла нет. Honor Choice Norm, ну да, наверное. Обзор смотрите и читайте комментарии под ним. Игорь, или вас забанят, потому что, ну, не люблю я людей, которые спамят. Из-за вас тяжело читать комментарии других пользователей. Не забываем прожать лайк за труды. Помните, что в описании есть условия конкурсов. Достаточно, что у нас лайк, подписка, комментарий. Дальше. Зульфия, привет. Пришла. А за что спасибо, я не знаю. Валерия, определенно стоит. Как тебе Lenovo P2? Венгер, ну серьезно, обзор посмотрите. 133 то же самое. Почему в топ не взял Huawei FreeBuds 3? Убей меня нежно. Где твои глаза? Почему у меня на канале 2% детей до 17 лет, и они все приходят именно на стримы? Дети, я вам очень рад, но вы не смотрите мои ролики, и поэтому на стримах задаете очень много вопросов глупых, крайне глупых. Для айфона какие уши лучше только не... Вы, еще раз повторяю, друзья, вы благополучным образом сможете этот стрим посмотреть в описании. Вначале я рассказал по моделям, что я конкретно советую. Вы сейчас можете посмотреть в описании, там идет бренд и перечень моделей с обзорами под этот бренд. Я очень не люблю фоновый шум. Посоветуйте ТВС наушники, где нет шумов. Их море, их много. А вы не можете до магазина дойти и послушать? Из того, что я вам посоветую, послушайте Soundcore Liberty R2, Oppo NK3, но вы вряд ли найдете. Vivo TVS нет фоновых шумов. Очень не люблю. Ненормально, когда в наушниках есть фоновый шум. Вообще из того, что в принципе в описании фоновый шум есть в первую очередь только у Soundcore. Еще у чего-то при переключении было. У фрилейсов вот этих при включении шумодава. Вообще с шумодавом почти у всего фоновый шум появляется. Стоит ли Sony тысячные своих денег? В раз, если ты еще раз спросишь, я тебя даже запомнил про эти бедные мои Sony, я их сейчас уберу отсюда, чтобы тебя не стращали. Если у тебя много денег, покупай. Нет, они не стоят 30 тысяч рублей. 500 раз, 500 повторяю. 500 раз я повторил. Какие накладные Bluetooth наушники до 2-3 тысяч взять в качестве звука? Ausdom Mixsider. Цвет, блеск, красота. Пользуюсь наушниками OnePlus Bullets Wireless Z. Хочу что-то подобное по звуку. Микро с отсутствием задержки, только ТВС. Подскажи спасибо. Такого нет, Вадим, мы пообщались. Вот. Любые анкера. На шнурке там очень много плюсов. Ты прям перечислил, хочу то же самое, но без шнурка. Это так не работает. Саня, скажи, в каких наушниках отличный микрофон, кроме AirPods? Олег, я скажу, что в наушниках есть топ наушников с хорошим микрофоном. А еще, если вам какие-то наушники нравятся, вы просто заходите на канал, тыкаете и смотрите, потому что там всегда есть микрофоны. И каждый раз, когда я говорю, что где-то у кого-то хороший микрофон, вот я говорил, что у Pixel Buds 2 сейчас хорошие микрофоны для затычек. По поводу Syllable 101. Хорошие наушники, старенькие. Хорошо ли работает Oppo NKW51 с iPhone 7 Plus? Я не тестировал, Паша, с iPhone 7 Plus. Потому что если у вас деньги на iPhone есть, то трудитесь и купите себе AirPods. Что лучше? Вот я говорю, меня больше всего вот это еврейские натуры людей нервируют. Но, друзья, у вас были деньги на iPhone. То есть, как бы, айфоны берутся в кредит, чтобы потом крохоборить на наушниках. Часто юзаешь P40 Pro. Артем, мой основной телефон P40 Pro и Pixel 4a. Вот он здесь зарыт. Здравствуй, хочу взять Huawei FreeBuds Pro. Есть что-нибудь в альтернативу? AirPods Pro. И вообще еще море. Realme Buds Air из чего-то нового и дешевого. ZMI. Розыгрыш будешь делать? Саша, будешь читать описание, узнаешь все. Ёшки и гагошки, как же вы пишете, даже круче меня иногда. Просто AirPods Pro не нравится по звуку. Иван, не нравится? С чем вы слушаете, что они вам не нравятся? Тогда берите Sennheiser, Sony и
и Soundcore Liberty R2 Pro. Насколько хуже Live P2 от Soundcore Liberty R2? Очень близко. Зульфия, да, буду читать и плакать. Вместе с вами, кстати, вы тоже в чате. Не забываем прожать лайк за труды, друзья. Я рад вас видеть, я отвечаю на ваши вопросы, но имеем друг другу уважение. Все ответы на вопросы стрима внизу. Какие лучше наушники? 28 топов. Минимум получается 46 бессонных ночей. И еще и по 10 роликов на каждый из этих топ. Отдельно еще там, черт, 280 ночей для того, чтобы вы узнали все за 5 минут. Не спрашивайте такие вещи на стриме. Беруши взять Дейлор. Я топлю за спинфиты. Многие пишут, что это я зря делаю. Эдуард Шефер, спасибо большое за донат. Самый крупный донат сегодня. И, по-моему, третий. Дальше, будешь ли делать обзор на Huawei Mate 40 Pro? Нет, Артем, у меня нет на это денег. Я лучше куплю каких-нибудь 10 Xiaomi. Стрим сохранится, Luft-Touch, и сможете спокойно пересмотреть. Саша, а топы телефона купил? Я купил Realme, а вот топовские не купил. Почему? Потому что меня жаба душит купить X50 Pro. Я думаю, ты понял, о чем я. Но он только китайской версии. И, в общем, смысл в том, что поисковый объем, я думаю, что это логично, что если я покупаю телефон, я надеюсь, что на него будет кто-то смотреть, на этот обзор. Так вот, оповские телефоны, к сожалению, никому не нужны. А создавать им потребность, не в моих силах и не в моих интересах. Вот. У спинфитов нет пенных амбушюр? Есть. Есть. Я даже показывал их на стриме. Они у меня, кстати, даже есть. Даже запасные. Но, хотя это не факт, что спинфиты. По-моему, это КЗ. Или КЗшки это. Короче, есть. Базеусы W405. 0.5. Как понять, когда зарядился бокс наушников QCY? Владислав, я думаю, что включить мозг и прочитать описание, а еще я вас заблокирую. Спасибо большое, кто удалил их сообщения. Viva Neo. Окей. Брат, продай наушники. Борис, брат, не продам. Стоит ли брать AirPods за $222? Есть очень много каналов, на которых продают отдельно в телеграм-канале там наушники, начиная от туалетной бумаги и заканчивая, мне кажется, самолетами. Вот туда все это дело. А я здесь коллекционирую. То, что мне нравится. То, что не нравится, продаю, но я об этом вам не скажу. Ямаха. Да что ж меня с этой Ямахой за 7000? Александр, вы мне все время пишете про нее. Слушаю Синхи 2 с LG. Думаю взять P40 Pro. Думаю, звук не поменяется, потому что ЦАП не влияет. В лыжах хороший звук, но опять же там ЦАП, как я помню, да, во всех. Фирменное приложение есть. Александр, вы должны помнить, что на это дело нужно будет накатывать Google сервисы. Мне это делал мой друг Дима, спасибо ему огромное за это дело, потому что иначе бы я просидел неделю. А у него практика есть, и он довольно быстро накатил. Так же, как он быстро оповские часы мне сделал так, чтобы они работали китайские, вне Китая. Проще говоря, как вы поняли... Так, сейчас 5 секунд. Вот. Чтобы можно было их подключить к телефону, потому что я их чуть не окирпичил. Realme Buds Pro норм для Huawei? Я не знаю, Георгий, для кого я на стриме в течение часа, 72 минут говорю, что я сделал в описании перечень наушников, которые я советую тем или иным брендам. Все. На руке синий это Mi Watch Sport. Не уверен, что они чем-то отличаются от обычных Mi Watch, на которые я уже делал обзор, но мне интересно рассказать про них будет. Для миксайтера накладных можно менять амбушюры? Амбушюры можно менять у всего, были бы прямые руки. Саш, как Google сервисы живут на Huawei? Живут они хорошо, но мне кажется, от этого телефон чуть-чуть доподглючивает. Но опять же, он основной. Все наушники оставляешь себе. Нет, Влад, часть я дарю, часть продаю. Вот, части умирают. И я на них не делаю обзоры. Извините, я только зашел на стрим. Георгий, все норм, смотрим в описании. Кто только зашел, не забываем прожать лайк, посмотреть в описании. И там есть перечень всего, что я советую к тем или иным брендам. Какие уши хороши с басами до 3000 рублей? С басами до трехпроводные. КЗ, Терминатор. А если серьезно и не пытаться пошутить, все как-то оверпрайс за эти деньги. Купите хаки, но я вам не советовал. Можете посмотреть YouTube, кто советует, но Funkel Eye в 2020.
Очень хороший звук, Вадим, если у вас не будет старая, как бы старая модель из разряда того, что у нее не будет умерший аккумулятор, то почему нет? Это один из тех моментов, когда, точнее первый момент за 73 минуты, когда я скажу, что вот эта вот старенькая штука норм. КЗ терминаторы, запасные перепонки. Но нет, если есть мозг, запасные перепонки не понадобятся. Саня, а когда данные часики Xiaomi планируешь на обзор? В конце недели, я думаю. Какой кодек предпочтительней? Тот, что красивее. Lion. А вообще, если откровенно говоря, вопрос реализации, вопрос не... Ну, как бы понятно, что LDAC. LDAC по мне прям цвет, блеск, красота, вот с ним все прям звучит. Но собственный кодек у Huawei даже очень ничего. Вот у Xiaomi собственный кодек тоже очень даже ничего. Еще какие кодеки? AAC, в принципе, очень даже универсальный. Привет, земляк, с Волжский стоит. Иван, привет, рад видеть. Привет, Саня, раскрой, пожалуйста, тему наушников для пикселя. Google Buds стоят как хороший смартфон. Кирилл, если вы будете брать через посредника, не обязательно того, которого я указывал в ролике, вы можете купить их довольно выгодно. Я не говорю про Авито, это, не знаю, я бы не стал с рук ничего покупать, потому что подделок всего более чем достаточно. Когда к тебе придут QC 10? Криптон, я не знаю, кто у вас устроил какую-то хаотичную вакханалию про то, что это прям супер-мега наушники, и по какой безумной, непонятной для меня и вас причине. Обычные QC уши. И по габаритам видно, они не цвет, блеск, красота. Что скажешь про звучание Sony 700? Скажу, ничего не знаю. Привет, на модели ТВС Oppo появилось приложение в Play Market. Это очень круто. Hey Melody, так он и есть. Спасибо, Алекс. Алекс Блэд. Буду знать. Нет, Влад, подписчикам не продам наушники. Мне кто-то недавно писал, молодой человек написал, давай я тебе дам 12 тысяч рублей, а ты мне сделаешь телефон OnePlus Nord. Вот я ему хотел то же самое написать, давай я тебе дам 12 тысяч, а ты мне сделаешь OnePlus Nord. И я его продам за 20-ку. Ну или там за 18. Снег повалил, да, есть такое дело. Скажите, у вас был на них обзор? Нет, JBL хлам, у меня был только на 220 обзор, все остальное слушал, это ниже дна и по оверпрайсу. Ну это как бы звучит норм, но это звучит в 3 раза дешевле, чем это дело стоит. Honor что и стоит ли брать? Все, что стоит брать, указано либо в описании к ролику здесь, либо в топах. Какие отличия Vivo TVS и Vivo TVS Neo? House, вы берете, напрягаетесь и смотрите мой обзор на Vivo TVS Neo, там ответы на эти вопросы есть. Александр, что вы думаете о китайском фирме TechLast? Думаю, Диана, за планшеты только яблочные, и у меня был Huawei-овский, я с ним намучился, но это не топовый был. А китайский я не знаю. Планшеты довольно такая категория, люди их не особо любят. Это кажется, что их там покупают море, а посмотрите, у них, по-моему, даже падают продажи. Какие беспроводные наушники за 2000 вы посоветуете? Те, что в описании. Redmi AirDots возьмите и все. Что думаете о КЗС-2? Обзор на канале. Понеслась Anker Liberty R2. Обзор на канале. Одно сообщение в минуту. Да Model Party, пусть народ себя мучает. Я не знаю, вот до какой степени нужно. Так тебе PamuSlide зашли? Нет, Влад Панин. PamuSlide по мне дно, но хорошо звучит это дно с айфоном. Вот. На вкус и цвет. И слишком большие габариты. Если ты не замечаешь, ну, говорю, мне есть с чем сравнивать. Oppo NKW51 или Realme Buds Air Pro. Я бы взял Oppo. Влад, я не знаю, что купить под OnePlus. Нужно открыть описание, найти, где написано OnePlus, Vivo, Oppo и Realme, и выбрать оттуда. И все. Но это мое мнение. У вас может быть другое. Затычки до 10, до 15. Топ-10 на канале. Павел Зеркалин. Да, у меня есть обзор на Huawei FreeBuds Pro, и вы можете узнать в нем мое мнение. По басу беспроводные. Sony 1000. Sony 1000 либо Soundcore Liberty R2. Сможете прям сделать себе печаль. Jesus, хорошо, посмотрю, спасибо большое.
за донат, если он у меня есть или нет. А я не знаю, где он. А, вот нашел. 5 секунд. Donation Alerts открою. Как у кого день прошел лучше? Напишите. Как кому воскресенье? Старт. Синг-ин. И Зульфия, отлично. Я рад за тебя, Зульфия. Как я помню, ты была не в очень хорошем настроении. Sony тысячные все еще актуальны. Хотите покупать, покупайте. Я не продавец. У меня есть обзор на них. Я обновлял R2 SE. Ну и как? Расскажи мне, пожалуйста. Да, жесть, скоро сессия. Все будет хорошо. У них нет выхода, им нужны студенты. Хочу брать The My Pure Buds. Стоит Liberty R2 Pro. Бесценная информация. Все мы бываем немного не в себе. Так всегда бывает. Хочу The My. Забанить вас хочу и забаню. Одни и те же вопросы, одни и те же ответы. Скоро, а телефон остынет. Если телефон фризить будет, значит все вырубится. Так что я был рад с вами увидеться. Александр, скажи, что с Android и с aptX с активным шумодавом, кроме FreeBuds Pro? Есть топ-10 наушников с aptX на канале, посмотри. Подскажи, пожалуйста, какие наушники норм для прослушивания металла? Ну, обычно это люди такие заряженные с Syllable S101. Дальше, Александр, как вы в себе выбрали Oppo W51 или P2? Для звука P2, для удобства носки и всего остального W51, плюс там есть еще и шумодав. aptX адаптив норм? Да. Когда я буду на бюджетные наушники DKZ до 20, как-нибудь буду. Без выходных по 12 часов работы, никаких воскресеньев. Это плохо, Ник Либра, сочувствую. Мы сегодня работали, 4 дня отдыхали. 16 декабря, День независимости в Казахстане. Ратник, поздравляю вас с праздником. У меня день прошел, делал один обзор, потом пошел на часик, пробежался в спортзале и сейчас веду стрим. Рад вас всех видеть, спасибо, что пришли. Не забываем прожать лайк или дизлайк. Вот. Vivo TVS или Sabot E12 Ultra. Топ-10 на канале. Саня, как тебе чехол Милкин? Стоит ли своей цены? Откровенно, он уже 2 раза прям конкретно спасал мой телефон, поэтому, наверное, стоит. Я сегодня спала до 12 утра. Валерия, я тебе прям нереально завидую. А мне сегодня снилось, что я сплю и опоздал на работу, на которую мне не надо. И вообще не надо, в принципе, потому что я хочу уволиться. Крепостной крестьянин, польза, который 3 месяца ходит на работу, на которую ходить не хочет и не может уволиться. Очуметь. Чуете? 21 век. А крепостные крестьяне все еще здесь. Где взять Vivo TVS? Где-нибудь. В воскресенье супер катались с ребенком на снегокате. Огонь, Алексей, брат за вас. Дальше, какие наушники посоветуете взять в форме AirPods Pro? Huawei FreeBuds Pro и все вообще. Ну, можно The My, если у вас прям совсем денежек нету. Не худший вариант. Какие наушники? Добрый вечер. Нужен топ наушников с хорошим микрофоном до $50. Фан топ-10 не будет. А потом меня будут пинать, что я запихал плохие микрофоны. Но это такая, знаете, супер самоподстава. То есть я такой, ну вот за эти деньги он норм. И потом мне несколько тысяч человек будет писать, ну ты и утырок, польза. Саня, таких людей, как ты, сжигали раньше на кострах. Ну не бывает за 50 баксов, бывают шнурки топовые за $50. А вот с микро я специально во всех обзорах вставляю работу микрофона. И мне многие пишут, ну так норм микрофон. Нет, ну как бы все же сравнивают относительно себя. Дальше, Саня, привет, спасибо за обзоры. Прости, что не по теме стрима, не знаю, как тебе еще написать. Подскажи, какие сейчас взять кроссы для бега зимой, что не еще размеров 26,5 сантиметров. Только Соломоны с высоким берцем. Вот, чтобы было прям совсем безопасно. Простой ирригатор для пробы, любой вообще берите. Какая твоя лучшая пара, телефон плюс наушники на данный момент и почему? Я сегодня бегал в AirPods Pro с Huawei P40 Pro, было 2 глюка за час. Но там Wi-Fi сетей очень много. Ну, самые удобные AirPods. Надо было Google брать, но что-то я стормозил. Вот так. А в паре любой iPhone и AirPods Pro идеальный вариант. Или если прям
заслушаться и включить мозг, то Soundcore. Но сейчас я в прошлый раз бегал вот в этих наушниках, и что бы ни было, и какой бы телефон ни был, но это прям... Как странно я стал топить за Sony. Помните, как я тысячный ругал? XM3, а теперь показываю наушники за 30 тысяч. И повторяю, что лучше купить миксайдер или аус дома за эти деньги. Но это я все еще как бы рад покупке. Это вот как раз у меня люди часто спрашивают, а что у тебя было с вау-эффектом? Вот с этими наушниками был вау-эффект. А у нас погода прекрасная, холодно, без снега. Какие уши взять для электроники бюджетные? Уши бюджетные для электроники. Уши бюджетные для электроники. Я не знаю, что такое бюджетное в вашем понимании. Это может быть 1000 рублей, может быть 10. Стоит ли брать Vivo TVS Neo? Да, Александр, будет ли обзор? Да, и на GTS 2, и на GTR 2 будут обзоры. Так, Sony это вещь. К сожалению, да. У нас погода прекрасная, холодно, без снега. Уже ответил Саша, доброго времени суток вам и всем. Когда будет обзор по всем весам MSFit? Скоро у меня есть Peacock весы, Xiaomi весы и MSFit. И как только я буду морально готов, я вам сообщу. Вы узнаете об этом первый. Извините, что не по теме, но все-таки каким спортом вы бы хотели заниматься в детстве по типу футбола, баскетбола, волейбола? Я бы хотел сидеть перед компом, но чтобы девочки обращали внимание, нужно было бегать, подтягиваться и ходить на единоборство, чтобы классическим образом получать по своей таблетке с геройским видом, если кратко. Вот. Как бы так. Все это не важно. Помните, из тех, кто взрослый и помнит, что такое MTV, еще был очень хороший сериал «Учиться, учиться, учиться, учиться». Вот, Golden Boy назывался. И я считаю, что если вы мальчика подсядете на эту тему, неважно, чем он будет заниматься, главное, чтобы он отдавался этой теме полностью, тогда в 30 с копейками, 40 с копейками, 50 с копейками вы получите, пусть не особо умного, но заряженного самца. Вот, который всегда будет двигаться, куда-то додвигаться. Это самое важное, главное здоровье и движение. Все остальное мелочи жизни. Ответь, пожалуйста, заказал Anker 2 Pro, слушаю все подряд от классики до рэпа. Норм выбор. Супер крутой выбор. Взял по твоему отзыву Phil CC, спасибо, что лучшие уши, которые я слышал. Тарасов Кайрхан. А вот теперь посмотрите остальные обзоры других блогеров на Phil CC и решите, кто здесь балабол. Ну, в общем, так. Можно ли про фирму Silable, хорошая, плохая? Silable также покупает OEM продукт. OEM это просто вот кто-то штампует на заводе, так же как Blitzwolf, и они лупят на них свои наклейки. У них, по мне, одна хорошая модель. Это Silable 101, которую я вспоминаю. Да, нет, Бивис и Батхед все-таки не мотивировали ни к чему, Вячеслав Николаевич. Как дела с Galaxy Buds Live? Стоит ли брать? Нет, не стоит. Посмотрите мой обзор, это дно. Не обзор дно, хотя может он для вас тоже дном будет, но в общем посмотрите. Квадрокоптер до 30 баксов не тестировал. Привет, ищу на Новый год беспроводные уши в районе 4000. Посоветуйте, что взять. Посмотреть в описании, либо посмотреть любой из моих топов. Привет, какие брать наушники до $300? Чтобы держали 10 часов, купил Sony 1000. Неудобно. Во! Игорь, вот о чем я говорю. Саундкоры тоже будут неудобные. А какой у вас телефон? Напишите, я даже запомню ваш вопрос. Напишите, Sony 1000 не подошли, телефон такой-то. Слушаю то-то. Саша, какая у Soundcore Live P2 красная цена, по-твоему? Да нет у нее красной цены. Live P2 в районе пятака можно брать. Просто кто-то их за 2700 умудрился взять, и это круто. Это знаете, так же, как я говорю, Oppo, вот эти вот наушники, часы 16 тысяч стоят, вот однозначно стоят 46 миллиметров. Черт с ним, что китайская версия. Наиграюсь за 16 тысяч, но не за 25 и не за 30, как они в магазине. Вот это бред. Вот то же самое с наушниками. Если вы купите себе Soundcore в районе трешки, вам будет плевать, хвалил ли я их, либо кто-то хейтил. За 3000 они будут свет и блеск, а за пятерку ты будешь, как это называется, что-то от них хотеть нереального, чтобы они там у тебя летали, называли тебя по имени, гладили тебя по голове. А мне Соньки 1000 зашли. Валерий, я не сомневаюсь, ты аудиофил, ты готова на любые. А что мне не зашли? Я их в топе на первое место с APTX, хотя у них нет, APTX ставлю, чтобы народ не забыл, что по звуку они лучшие. Дальше мне не подошли Sony, Семен, мне в них неудобно. Но опять же,
Донат прочтешь, Jesus One, ты опять, давайте обратно закину его, это такое мучение просто. Спасибо большое, конечно, что то, что закинул. Эргиль, во-первых, сначала, привет, отличного стрима, что скажешь по поводу Soundcore True Air 2? Не тестил, думаю, они хорошие, у Soundcore обычно хороший звук. Бип или Verge Lite, вот что я хотел написать, или добавить, или взять что-то другое за 5000 бюджет. Насмотрелся и взял Oclean X Pro и S1. Ты вдохновил меня на покупку гаджетов. Спасибо. Ты, надеюсь, уже пробовал Oclean? Щетки хорошие. А по поводу вопроса с Verge или Bip, я взял Verge Lite и все. А чем Паму плохие? Влад размером и то, что они перехайпены, и у них не такой звук прямо божественный. Обычное звучание обычных наушников с космическими габаритами. Вот, наверное, и так. И они по оверпрайсу идут. Мое мнение, они своих денег не стоят. У меня вообще все время когнитивный диссонанс исключительно к девайсам, которые, по моему мнению, не стоят своих денег. Вот и все. Так же, как синхи стоили бы 9000 рублей, я бы сказал, ну окей, взяли молоточек, вбили себе в ухо, отличный звук. Ну звук-то отличный. Вот. Но как бы они не 9 стоят. Взял супруге Xiaomi R2, подойдет ли такое? Саша, я бы не стал, я бы взял R2 Pro. Тем более супруги, это женщина, я бы взял вообще вкладыши. Помним, что не считая Валерию. Валерия, ты слушала вкладыши? Пожалуйста. Ответь нам, Валерия эксперт. Вот, большинство женщин любят высокие частоты. Высокие частоты это вкладыши, плюс они удобные, плюс они маленькие, легкие и очень много плюшек. Плюс она, женщина, будет вас дома слышать. Потому что если она вставит затычки, она слышать вас не будет. Xiaomi AirDots 2. Скажу посмотреть обзор. Подходит ли Halo GT XR? Стас, есть в описании то, что я считаю на данный момент самое актуальное. Что скажешь о Harmony OS? Ничего. Привет, что можешь... Артем, у тебя типа просто рандомайзер вопросов стоит, и ты его кидаешь сюда. Да? Привет, что можешь сказать о Bravo Wilkins? Лучше ли они Zinha в третьих или Sony MX3? Чувствуете паузу? Я их не слушал. Честно. То есть я считаю, Bravo Wilkins по оверпрайсу идут. Ну, как бы у них слишком высокий ценник. И все. Ну, опять же, у них очень хорошая реклама, прям супер блеск. Они типа там, не знаю, обнимаются супер аудиофилами, лидерами мнений, и все. И все, что надо для успеха. А потом король-то голый, голый, не голый, вообще всем плевать. Главное, что все говорят, что они крутые. Не забываем прожать лайк за труды. Razer TVS у меня был обзор Кира, если тебе не сложно. Любые наушники, которые я говорю, у меня был обзор, вы пишите их в строке YouTube. ТТТ, название этих наушников и Польза.нет. И видите мое мнение. Плюс видите в описании мнение подписчиков, которых обычно много. За что им спасибо. Недавно у нас сисадмин говорил, что яблоко не стоит своих денег, при том, что купил оригинальную продукцию. Вы тоже так считаете? Конечно, iMix, яблоко не стоит своих денег, просто мы все женам покупаем яблоко. Когда у нас находятся деньги, любой блогер начинает покупать себе iMac. Когда у него находятся деньги, он, конечно же, носит Apple Watch, хотя топит, может, за что-то другое. У него обязательно есть iPhone и, ну да, это потому что стадо баранов. Нет, они не стоят своих денег, но альтернатив нет. ТЧК. Да, они их меньше будут покупать по той причине, что цены растут, кризис второй год, но не знаю, я не знаю лучших продуктов в ТВС-сегменте. Просто вот тупо с точки зрения размера, работы микрофонов и работы в экосистеме. То есть лучше, чем они с айфонами, не работает Samsung с Samsung'ами, Huawei с Huawei, и они задают тон, их копипастят. Это знаете, как из разряда сказать, что там какой-нибудь модный дом Armani делает хлам, а Mango, которая копирует с Armani, они делают топ. Вот то же самое. Яблоко делает все, а ее потом, у нее потом коммуниздит все это дело. Meizu Buds будет обзор, да, они, может, даже у меня уже есть, я пока не вскрывал. Какие наушники Xiaomi Redmi Note 9S? В описании наушники под Xiaomi. Давайте добиваем лайки до 600 или дизлайки там до 20. Выбирайте сами, кому полезен обзор или кому не бесполезен. Подойдут ли Honor? Не-не-не, вот все в описании, друзья, все. А кому лень, можете стрим потом в записи посмотреть и решить для себя, стоит ли покупать ту или иную модель наушников для вашего конкретного телефона, вашей марки. Александр, подскажите, пожалуйста, OnePlus Buds или Oppo Enco Free, что лучше подойдет для OnePlus 7T? Oppo Enco Free.
Что предложишь по ценовой политике вместо Galaxy Buds Live? Все, что угодно, все, только не Galaxy Buds Live. Вот вы открываете перечень в описании, и любые эти наушники будут лучше, чем Galaxy Buds Live. Как ведут себя ZMI PurePods с Poco F2 Pro? Понятия не имею, у меня нет Poco F2 Pro. Бесценный вопрос вообще. Сразу видно, вы меня смотрите. Привет, купил Vivo TVS Neo, все ничего, но постоянно попадает в правый наушник. Сергей Никитин, есть еще, если вам не лень, купить силиконовые накладки на вкладыши. Будете правые использовать и все. Они маленькие очень и в принципе будет норм, если хотите. Добрый вечер, с хорошим басом и звуком, что можете посоветовать? Не обязательно ТВС, можно а-ля Bullets 2. Bullets 2, Виталий, вот прям вы выстрел. Если вам жалко денег на Bullets 2, очень близко по звуку OnePlus Buds Z, Bullet Z. Вот, тоже шнурок, хуже, чем двойки, но хороши тоже. Какие уши посоветуешь для электроники до 3000? Syllable S101. Делал себе амбушюру на заказ? Нет. Польза, как ты можешь подсказать? Лучший квадрокоптер. Не покупал я квадрокоптеры, хватит меня мучить. Куплю весной, куплю 10 штук. Вот как с телефонами. Начал телефоны покупать. Также обещаю купить про квадрокоптеры. Это так же, как с колонками. У меня колонок, наверное, штук 7 сейчас. Вот. И одни из них, кстати, буду разыгрывать, анкеровскую. Но это все на январь, давайте. А может и сейчас. Какие лучше взять затычки, если боишься, что Соньки не подойдут? Телефон все Plus. Что все Plus? Не понял. OnePlus телефон? Анкера Liberty R2, ой, точнее R2 или P2. Вот. Или, вот, мне очень нравятся вот эти R2 Pro. Народа осталось мало, расскажу вам страшный секрет, за который мне стыдно. Хорошие очень наушники. Стоит ли своих денег Field T1 Pro? Однозначно топовые наушники, к сожалению, у меня их нет уже. И я себя корю, что нету. Спасибо за лайки, было приятно. Realme Buds Air Pro или ZMI? А вот это уже удар ниже пояса, я бы взял ZMI. Какой смартфон следующий на обзор попадет? Realme 6 Pro, Realme 7 Pro, Mi 10T Lite. Я не знаю, какой из них первый придет. У меня будет два смарта убогих. Сразу предупреждаю, но относительно убогих. Umidigi. И, по-моему, Umidigi. И один из них я разыграю. Думаю, никто не против. Офигеть, как много. Да, много. Офигеть, конечно, слово не очень хорошее. Напоминаю, что канал без мата, хамства и рекламы. И вот таким образом мы общаемся раз в неделю. Мне очень приятно с вами поболтать. Тема моя относительная по поводу ТВС. Я не одну стаю собак съел на этой теме. И надеюсь, мой опыт вам чем-то может помочь. Почему ты их продал, 1T Pro? Потому что у меня их выпросили. Так же, как я продал Realme V3. Ну, относительно выпросили. То есть, чуваки, ну продай. Я, ну окей. Вот и все. Вот. Какие уши до 3000 с самой маленькой задержкой посоветуешь? У меня будет из Фила, кстати, Light. Просто чебурек. Я посоветую вам проводные. Подойдут ли наушники Feel CC для маленьких ушей? Скорее да, чем нет. То есть я же в обзорах показываю вам, что они по форме такие же, как и AirPods. Если вам AirPods подходят, то да. Меньше AirPods, по-моему, я не встречал из вкладышей, вообще ничего. Как оцениваешь Liberty R2? Я прям оцениваю так, что сделал на них обзор. Купил жене Mi 10T Pro. Ничего ж себе, Маркус, у вас денежек. Вообще не дешевый вариант. Поздравляю. Влад Панин, пожалуйста, ну как бы вдруг те 2% детей, которые смотрят мой канал, зайдут и такие: ах, я узнал новое слово. Хотя мне кажется, что они уже меня чему-то могут научить. Сижу с полноразмерными JBL, и хорошо. Я считаю, что JBL очень плохие телефоны, поэтому я их крайне сильно не советую, в принципе. Вот, чуть не закончил трансляцию. Не верьте, Саня на Huawei никак обзор не сделает. На какой Huawei? Корректор просто вот серпом опять. Я почти на все сделал обзоры, просто постепенно. Я даже на пылесос этот сделал. Друзья, кстати, вас осталось 300 человек. Я очень надеюсь, что вы прибодрите меня, и кто-то из вас посмотрит на Роборок с безумной ценой S6 Max на пылик обзор. Потому что мне прям очень сильно нравится это дело.
обозревать. Ну, реально интересные пылесосы. Прям вообще компьютер. Ну, прикиньте, гигабайт памяти. У пылика гигабайт оперативки. То есть 4 гектара на борту, гектар оперативки и 2 камеры по 5 мегапикселей. Это, конечно, странная штука, но прикольно. Вот. А что, я стримлю сейчас не на основном канале? Я сейчас смотрю не с основного канала. Я думаю, почему я ничего не могу сделать. Здравствуйте, подскажите, какие наушники вкладыши лучше до 8000 рублей? Я не знаю. Есть топ-10 на канале у меня для того, чтобы ответить вам вот на все эти вопросы. Что лучше, по моему мнению, 28 топов на канале. 28. Вы берете и смотрите в топы, и все. Пылик слишком уж дорогой, Ренат, он вообще нереальный оверпрайс. Вот в этом-то и магия, что я говорю. У меня будет сейчас еще 2 пылика, и я их прям сразу сходу буду сравнивать. Он все равно упадет с полтинника до 30-ки, я уверен, в течение месяца. Ну, ладно, с ракета. 30-ка это я что-то загнул. Ну и не факт, что упадет. Ну ладно, дорогой, да, безумно дорогой, но интересный. Просто Вячеслав очень долго и упорно его третировал и тестировал. Очень интересная штуковина. Вот до чего дошла техника, реально. 2 камеры, прям как шпионская штуковина. Александр, а как наушники от Креатив? Они как, Влад? Вот не тестирую я их, не тестировал. Что лучше сказать о Oppo W51? Подойдут ли они для повседневного использования? Кратко, да. Скажи, взять ли Xiaomi AirDots 2 или подкопить взять CC? CC. CC. Фил CC. Новенький на канале, какие видео посмотреть или сразу посоветуешь, пожалуйста, какие-нибудь Сразу посоветую любой топ-10 из 28 топов в плейлисте топы. Что скажешь о Halo GT1 Pro? Скажу, смотреть обзор на канале, Feel CC 2 идут. Какой пылик лучше взять по цене и качеству? Миджевский C1. МОП, по-моему, правильно так. Вот там 11-13 тысяч. Подскажите, пожалуйста, вкладыши до 5-7 тысяч с хорошим микрофоном для айфона. AirPods, добавьте еще 5. Нет ли планов сделать топ? Говорю, ну купите Vivo TVS Neo. Но говорю, вот что это за вопросы? Как вот у вас есть деньги на iPhone 11? Убейте меня нежно. Нет реально десятки на наушники. Ну что это за мазохизм? Нет ли планов сделать топ смарт-часов до $100? У меня есть топ. До $90. Будет больше, наверное, дороже 100. Я куплю себе Samsung 3. Короче, куплю, хорошо, сейчас телефоны все придут, и надо еще самсунговский телефон купить, и куплю смарт-часы от Samsung, вот от этого всего. Опа, видите, купил. Еще вопрос, Verge или Bip S? Verge, Jesus One, мне кажется, что ты бот, и ты меня просто мучаешь. Тебе дали задачу замучить владельца канала, чтобы он больше ничего не выпускал. Oppo X или Mi Air 2 Pro? Mi Air 2 Pro. Респект, Qantas. Какие вкладыши купить для Galaxy Note 10? Vivo TVS Neo, либо гибриды Oppo Enco Free. Саша, спасибо, приятного вечера тебе и семье. Зульфия, и вам приятного вечера. Огромное спасибо, что зашли. Было очень приятно с вами пообщаться. Какой Powerbank взять? ZMI мне очень сильно нравится. Смысл покупать наушники за 15 тыров для прослушивания YouTube в фоне? Просто разговариваю часто на улице, поэтому важен микрофон. Oppo Enco Free. Телефон Huawei Bright FreeLace FreeBuds Pro или FreeBuds 3. При том, что до этого носил затычки. И тогда берите брошки, если у вас затычки были норм. Но спасибо за мнение. Пожалуйста, как будет вместе с Huawei Baseus 0.4? Будет, как будто вы очень сильно хотите сэкономить. Просто хочется нормальное что-то. Jesus One, так всегда. И хочется, и колется, и на елку, и вообще полный фарш. Наушники до $200 это не of course. Да, спасибо огромное, приятного вечера. Приятного, Алексей, вам спасибо. Не забываем прожать лайк тем, кто уходит, приходит, или кто себя наказывает моим стримом, ставьте дис. И приходите еще раз наказывать себя, когда у вас будет день из разряда вы сделали что-то плохое, и надо себя наказать, приеду на стрим польза. По воскресеньям, если что. И в записи остается, если захотите еще раз себя наказать, можно еще раз посмотреть. По звуку Синхи или Anker 2 Pro? Я завис, чувствуете? Если запихаете Синхи вторые, ну, вот как бы, да, к сожалению, чуть-чуть.
Но опять же, я уверен, что кто-то может Liberty Air 2 Pro сделать лучше, но я не могу. То есть, ну, просто у меня мозгов не хватает. ZMI Pro или Xiaomi Mi Air 2S? Mi S2S. ZMI. Funcal Fan Air? Нет, не слушал. Стоит ли брать Galaxy Buds за 3,5? Galaxy Buds стоит не брать только за 2000, как я и купил новые. На Яндекс.Маркете позавчера была акция. Почему уволиться не получается? iMix, потому что меня наказывают. Говорят, будешь хорошо работать, уволим. Я не шучу, кстати. Крепостное право. Какие наушники хорошие по автономности? Их много. У OnePlus там по 9 часов. Их море. Просто этих. DIS не заслуживаешь. Кодек AAC сильно отличается от SBC по звуку. Да, Виктор, заметно очень. Скажем так, в Apple обезьянки не работают. И там кодек AAC. Знаете почему? Потому что не обезьянки. Будет ли обзор на Anker Live Q30? Будет сейчас сейл, возможно, их куплю. Видите, накладные наушники, не особо хайповая тема. Поэтому как бы думаю. Подскажи, пожалуйста, какие вакуумные лучше купить для OnePlus 8T до 10 тысяч рублей? Вакуумные OnePlus Buds Z, по-моему, были. Но я бы взял за десятку анкера, любые. Ну, на что хватит? Air 2, допустим. Саня, добрый вечер. Заказал Xiaomi Air 2 Pro. Как они звучат с OnePlus и к какому кодеку подключаются? Сейчас пользуюсь. А ты смотрел, Алексей, мой обзор? Вот прям зло берет. Вот посмотри обзор. Кем вы работаете? Инженером, добрый чел. AirDots от Xiaomi, Андрей. Норм, да. Посоветуйте уши для бега. Телефон Google Pixel. Тогда Pixel Buds. Вот. Ну, можете, Field T1 Pro будет топовым тоже вариантом. КЗ EDX, думаю, у КЗ плохого нет. Только 50-50 получается. Добрый чел, вас просто придется забанить за повторные вопросы и все. Саня, привет, Anker 2 Pro не подошли по размерам, неудивительно. По звуку хочу взять Huawei FreeBuds Pro. Если у вас телефон... Xiaomi. Возьмите-ка вот это. Mi Air 2 Pro. Стоит ли взять с OnePlus 7T FreeBuds Pro или что-то лучше из ТВС для этого телефона? Фомин, вы берете и смотрите в описании сейчас, там написано OnePlus, Realme, Oppo. Вот что я советую для этого конкретно бренда. Добрый чел. И теперь в бан. Какие наушники купить к А51? На пилке. Какие наушники купить к А51? Их много очень. Я, наверное, да, на Samsung тоже все-таки напишу, для того, чтобы люди не путались, правильно? Потому что народ начинает путаться, что им купить, и это не есть хорошо. 5 секунд. Пока не вижу, что вы пишете. Слетел чуть-чуть интернет. Не забываем прожать лайк. Что насчет Samsung Buds Live? Хлам. Все самсовские часы, наушники Хань, хлам. Линкерс, повторите вопрос. К Samsung, я не знаю, вот честно, анкера возьмите, любые. Заказывал с eBay, да. OnePlus Buds Z или Anker Soundcore Live P2? P2. Oppo NK Free подойдут. Код. Cold. А когда Xiaomi Redmi Note 10 выйдет, ты сделаешь обзор на него? Наверное, да. ZMI или Vivo TVS Neo? Вы вкладыши и затычки, Иван, сравниваете, я этого не делаю. Подскажите не выпирающие наушники небольшие. Вы можете посмотреть просто на канале 200 обзоров на наушники и пролистать, посмотреть, что там не вылезает сильно. Либо топ любой. На Meizu Buds будет обзор, будет iPhone 12 стоит брать. Я не купил, но куплю супруге 100%. Чтобы взять в связке с Honor. Тимоха, в описании есть Honor и Huawei, что я советую к этим телефонам. От 1 до 10 оцените, пожалуйста, Soundcore Liberty 2 Pro. Спасибо. Не буду. Денис, я не ставлю оценок. Я говорю, 3 аудиофильские темы. Это синхи, которые не запихать в ух. Не знаю я у людей, которым они норм в ушах. Соньки, которые некоторые люди могут запихать. И саундкоры тоже, которые некоторые из моих знакомых могут запихать с комфортом. На Sony 700 я не думаю, что я буду делать обзор, но может и буду. Стоит ли ждать Samsung Galaxy Buds Pro? Можете ждать Pro, Pro 2, Pro 34.
Саша, чай, стрим же ламповый, а ты кашляешь. Корректор, все, да, у меня что-то как-то сегодня уже голос пропал, сухость. Почти 2 часа мы прообщались. Спасибо большое, что зашли. Давайте попрощаемся. Кому не жалко, ставим лайк. Кому жалко и вы себя наказываете, ставим дизлайк. Пишем потом в описании, кто досмотрит этот стрим, что мне еще купить. Добавляемся в телеграм-группу с взаимопомощью. Там мата, хамства тоже нет и банят за все попало. Но вопрос вы можете свой решить. И в описании, в прикрепленном комментарии есть телеграм-канал со скидками. Там скину сейчас лампу. Лампы, сразу скажу честно, дорогие. Кто меня там спрашивал. Боту спасибо, Jesus One, окей. Нет, бот. Jesus, ты мне спасибо за донат, но вот не за нервы. Как с тобой пообщаться? Пообщались. Какие анкера лучше по цене, по качеству? Пум-пурум-пурум опилки. Все. Вопрос. Линкерс. Но я не вижу его. У меня показывает только интересные сообщения. Ёшки и гагошки. Поэтому я, наверное, ваши вопросы не видел. С телефонами Oppo, Realme лучше покупать. Еще раз все ответы на все ваши вопросы в описании. Всем до свидания. Корректор, счастливо. Линкерс. Сабат E12 был на обзоре. Посмотрите обзор. Стоит ли покупать Sony 1000? Решать вам, не слышал. Пока лампово. Сергей Брагин, всегда лампово. У Huawei FreeBuds Pro саморазряд есть? Если я не указывал, значит нет. Model Party пока, может, появился у кого. Счастливо, не болей, Юрий, спасибо. Семен, какую тайну ты хотел рассказать о Xiaomi сегодня? Никакой. Никакой, а я анонсировал тайну? Пока. Вячеслав Николаевич, счастливо. Спасибо, что зашел. Был рад тебя видеть. Особенно Амма, счастливо. Влад, счастливо. Александр, счастливо. Фил Сиси, живы. Да, пока еще. Рони, счастливо. Корректор, спишемся. Саня, счастливо. Семен, счастливо. Линкерс, удачи. Саня и West People. Виктор Бальсевичус. Good luck. Да, всем здоровья, всем не болеть и что? Помните, главное это семья, все остальное мелочи жизни. Ну и здоровье. Семья, потом здоровье. Алекс, ты даже досидел. Женька, счастливо. Анданик, счастливо. Мишка, счастливо. Диас, счастливо. Стадия, Jesus, Вася. И все. Все, добра. Спасибо, что зашли.